You know I can't forget it. I try to move on, but you're the one that I dream about. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so long, I'm always replaying all the pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go, I wish I could just forget you. I can never shake you off. You're stickier than my super glue. I can never shake you off. I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off. My friends are saying move on, I know I don't belong in this fantasy world I put you and me in. I cover up both my ears, cause I know baby it's working. It's working. Never shake you off. You're stickier than the super glue. I can never shake you off. I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off.
brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. This can't be happening. Wake up, scream. I'm in a twisted reality. Twisted. I'm not sure who's the one making the decisions. Wake up, scream. I'm in a twisted reality. Ну что, всем здорово! С вами снова V92, и это уже 8-й стрим по ОП-2.1. Сегодня мы будем продолжать проходить сюжеты ОП-2.1, все выполнять всякие квесты. Ну, а может быть, даже пойдем и по основному сюжету, я еще не знаю. Так, тут у нас уже первые гости в чате. In Search of Treasures, привет, лайк от друга. Здорово! В поисках сокровищ, наверное. Тут как-то непонятно ник написан. Ну, в общем, здорово, рад видеть. Сейчас будем начинать. Запускаем Мадецкий и поехали. Так, я стримил 2 дня назад, но я уже даже и не помню, на чем я закончил реально. Это странно, но это реально так. В общем, сейчас посмотрим. Так. Нет, не помню. Все-таки не помню. На чем я закончил. Понял, все. Все понял. Короче, я сдал адреналину миниган, диск с АТП. Ну и что-то сейчас будем тоже делать. Там у него, по-моему, квест на кошаков есть. Но я его не буду сейчас брать. Не особо у меня как-то есть желание за ними там ползать. Тем более у меня нет маскировочной экзы с собой. Так что не получится их без палева пройти.
Ну а куда сейчас пойдем, уже посмотрим по ходу дела. Я думаю, на янтарь. Возможно. Лонер, привет. Здорово. Здорово, Лонер. Ну что, ты загрузишься, нет? На. Давай быстрее, серьезно. Так, у нас ночь. Нет активных заданий. И по ЦЗ тоже ничего интересного нету. Да, и, кстати, мне нужен заряд на РПГ. И у меня его тоже нет. Круто. Лав, привет. Здорово, здорово. Лонар, что думаешь про 2.2? Собираешься проходить? Да, собираюсь. А что думаю? Ну, я надеюсь, что 64-битный движок хотя бы снимет проблему с вот этими микрофризами и с вылетами по памяти. Как минимум. Ну, а по программе максимум это я уж не знаю. Хотеть, как говорится, не вредно. А вот как оно на деле будет, это мы увидим. Но если хотя бы вот эти две проблемы уже исправят, это уже будет круто. Вообще, теоретически, 64-битный движок должен решить проблему с окончанием... Ну, короче, запас ID заканчивается, и происходит неисправимый вылет. Он как бы должен решить эту проблему. Но могут этот лимит и не расширить вполне себе, так что я не знаю. Я слышу лютого похитителя на свая. И не только. Вообще поспать хорошо бы. Так, смотри. Нам надо, во-первых, найти пластинки на граммофон. Затем... Что еще можно попутно сделать? Затем можно сходить в темную долину, забрать документы для Петренко. Да. И еще какой-то тайничок. Возможно, там что-то годное будет. Тоже стоит проверить. Потом. На болотах я еще не был. И как-то желание пока не возникает туда идти. Вылеты по памяти должны исчезнуть. Надеюсь. Теоретически да. Если это полноценный 64-битный движок, то вполне. Инферно. Инферно я уже просрал. Бандиты куда-то свалили. Так что, наверное, придется его покупать через меню. Потом. Слушай, нам же нужно в подземку Агропрома и найти там инструменты. Вот это хорошо, что я в ПДА зашел. А то так бы и свалил отсюда. А потом опять пришлось бы возвращаться. Инструменты. Поговаривают, что у бандитов на базе в долине есть подобные. Еще на базе Свободе может быть набор. У торговца или у местного ремонтника. Ну, у ремонтника точно нету. Я знаю где, я проверил это место. А вот у торговца я забыл проверить. А в темной долине вообще не смотрел. Потом. Вот у нас тут ноутбук есть еще. А на самом деле у нас довольно много квестов сейчас должно быть в темной лощине. Так что имеет смысл. Вот стреляешь, да, и оно зависает. Вот это вот очень круто в кавычках. Значит, идем в подземку. С этого и начнем.
По крайней мере, 64-битный движок, на который переводили остальные моды. Там у нас и Тайные тропы 2, и многие другие. Они по производительности очень хорошо себя показывают с новым движком. Есть, конечно, проблемы с балансом, но это потому, что его там особо и не настраивал никто. То есть перевели на движок и как хочешь, так и проходи. А вот здесь эти проблемы как бы исправляются. Много всяких мелочей, которые работают либо неправильно с новым движком, либо не работают вообще. Пацаны! Там бюрер сраный где-то. Двое еще. Да. Вали его. Грозу мы берем. Калаш себе оставь. Так. Для бюрера у нас есть небольшой сюрприз. Педик. Так, бандита он развалил. А чё, тут лютые похитители будут, нет? Не будет? Ну ладно. Кстати, военных тоже развалили. Правда, не всех. Так. То, что тут взломы есть, это, конечно, интересно. Забираем. Грабли, руки, жопы. О, полтергеец. Твою медь, полтергей. Фу. Он ваншотит. Правда, у меня картечь закончилась. Что у нас получается тогда? Получается, что у нас только 23 дроби остается и куча дротика и всякого говна. Угу. Ясно, понятно. Зато военных развалил. И за это спасибо. Не понял. Не понял. А почему это мы живые тут? Ни хрена себе ты поглажан, а? Вот так, значит? Так, ну, собственно говоря, я тут всех развалил, и теперь у нас задача, короче, взять инструменты. А инструменты у нас должны быть, если не ошибаюсь, где-то здесь. Или не здесь. Погодите-ка. Все, я понял, да, вот здесь вот. Вот. Вот так. Потом идем вот так. И здесь у нас... О, смотри, как удачно я зашел, а. 2 заряда к РПГ.
То есть я смогу пойти на АТП и развалить военных наконец. Вот это хорошо. Это, конечно, хорошо. Но мы пойдем это делать позже. Инструменты. Все. Отлично. Отлично. Ну, теперь куда? Можно, конечно, вернуться в бар. Но с другой стороны, зачем? Если я уже решил на свалку идти, значит, пойдем на свалку. Вот это подгон, короче, царский. Я думал, где, короче, взять заряды к РПГ. Куда идти, у кого покупать. Кого разваливать. А мне тут само выпало. Это я понимаю. Интересно. Кто в чате сидит, кто Мармока смотрит? Есть такие? Да пошел ты. Или никого в чате нет. Ну ладно, непонятно, короче. Так, я слышал артефакт. А, один из бессмертных, я понял. Ну ладно. Блин, это Шерстюк был? А я в него стрелял. Круто. Блин, автосейв. Я его рот топтал. Похоже, я по Шерстюку палил. Нехорошо. Это как это? Чего? Взрывчатка взорвана? Какая еще, мать вашу, взрывчатка? Вы чё курили там? Чего? Шерстюк отъехал? Как он отъехал? Он же бессмертный. Круто. Как он отъехал? И где он отъехал? Что за хрень? Серьезно? Что тут происходит в этом... На этой базе? То взрывчатка какая-то взорвана, то прапорщик Шерстюк отъехал, хотя он вообще не должен как бы. Интересно. Опять какая-то взрывчатка. Шерстюк, ты ли это? Ой, ладно, я, короче, просто пошел.
Отстаньте от меня. Дурачье тупое. Тут у нас ящички есть. А здесь есть выверт. И псины. Ладно, вроде никто не отъехал на базе. Шерстюк тоже живой. Так что я думаю, можно переходить. Пойду-ка я попить налью себе. Так, бандюки есть? Бандюки есть. Угу. Что еще скажешь? Где этот неадекватный? О. Педики. Кустарный воин.
Конечно, валят. И тебя сейчас завалят. Да что за хрень? Марс. Я бы сейчас от Марса не отказался, кстати. Все, да? Ах ты. Куда вы все претесь, а? Я что, вам разрешал моих жмуриков обыскивать, а? Так. Ну, как бы вроде все. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Согласен. Да, у меня и в худшие дни Так. повернее было. Первое место, да? Первое место это, наверное, получается... Блять, второй раз. Вот этот рюкзак, я думаю. Да. Да. Этот рюкзак 100 пудов. Второе место. Нет активных заданий, ясно. Второе место это рюкзак, по-моему, где-то здесь. Да, вот он. Кабанчик. Кабанчик! Зачем ты меня заставил это сделать? Еще один такой же. Ну ладно. Дальше. Дальше у нас вот здесь аж 3 места. И еще 2 в другой части свалки. Опа, плотки есть. Куда собралась? Не прокатит. Так, здесь у нас 2 тайничка. Один у нас вот здесь находится. Где-то здесь. Или здесь. Да, вот он. И он пустой. Вот второй, это уже наверх надо. Вот тупые развалины, а. Тоже пустой. Идем тогда сюда. Где? Где тайник? Ты дура, что ли? Серьезно? Вот это вы, конечно, неадекватные. Ситуацию не можете оценить даже. Так, ну я почти на месте, то есть где-то здесь. Рюкзак лежит, а вот где?
чуть дальше сюда, что ли? А, вот он. И, конечно же, он пустой. Не, ну по классике жанра 100 пудов эти пластинки будут в последнем схроне, который я проверю. Это же просто троллинг обыкновенный. То есть как бы у нас есть там сколько-то точек, в которых может лежать то, что тебе надо, но мы сделаем, короче, троллинг, и ты найдешь это в той точке, которую проверишь последней. Вы что, дураки, что ли? Ну зачем, а? Вы неадекватные, серьезно. Маловато что-то гранатка убила. Всего 3. Ну да. Нычка у нас тут. А нет, смотри, даже не в последний. Даже как-то удивительно. У меня всегда в последний вот попадались эти пластинки. Так, ну а чё туда бегу? Мне же надо в темную долину же. Можно, наверное, даже громкость игры побольше сделать. На одно деление. Хорошо бы, конечно, на радар сходить, но с темной долины нет перехода на радар. Это печально. Сходил бы, тайник коллекционера хоть забрал. Кстати. Вроде у меня какой... А, все, тайник кости это в X18. Кстати, можно и в X18 зайти. Почему нет? Правда, вот где тайник находится, я не помню. Так, у нас тут лолговцы. Тайники, спрятанный сейф, хорошо. Да, только это. Чё, зомбарей даже нету? Скучно даже как-то. То они тут всегда тусуются. А тут раз и нету. Серьезно, я забыл, зачем в темную долину пришел.
А, документ Петренко, точно. Документ Петренко у нас тут. То есть мне как бы к Борову и не надо. Значит, забираем тайник и бежим за документами. Потом в лабу. Тут у нас никого. Даже никого, странно. О! Кровь говна. Так. Что-то я тут поднял. Действительно. Почему бы последний патрон не выстрелить как раз вот именно сейчас? Это ж нормальная ситуация. Псина. Неадекватная. Это у нас переход на склады. Кстати. Я-то думал, зачем мне идти на базу бандитов, а эти инструменты там лежат. Ну, одно из мест, по крайней мере. Так что зря я не пошел. Зато я нашел новый вал, и это, кстати, очень хорошо. У меня, правда, есть винторез. Охренеть. Винторез был новый, я из него пострелял вообще чуть-чуть. И он, короче, уже больше, чем на 10% сломался. Да. Вот это да. Все очень печально здесь с износом. Броник, правда, починить надо. Вот здесь у нас должны быть где-то инструменты. Вот они стоят. Вот, если кто не знает, если в этой комнате, они могут быть вот здесь. Здесь, правда, не одно место может быть, а несколько мест. Так что, если будете сюда приходить, надо будет ее проверить полностью. Но вот это место, в котором у меня, это одно из них. А так инструменты и здесь могут быть, и где-то тут. И там внизу несколько мест тоже. В общем, такое. О, любитель пососать, да? Ну ладно. Что поделать? У каждого свои недостатки. Ты что мне скажешь? Вот, кстати, кому нужно лекарство для бандита, но у меня его с собой нет. Пиво неизвестного происхождения можно ему сдать. Жетоны монолитовца вообще награда говно. А здесь не лучше. 10 энергетиков. 10 сигар. 10 бутербродов. Кстати, вот за 10 бутербродов неплохая награда. 10 консерв. 10 колбас. 10 пачек сигарет. Тоже неплохая награда, хотя нет. Мало. Сигареты редкие.
О, за 10 пива тайник. У меня есть 10 пива? Конечно же, у меня нет 10 пива. Ну, теперь хотя бы буду знать. Вот это нормальная награда. Вот это имеет смысл. Нет хабара, нет базара. Так, работа есть. Обычные патроны, граната или подствол. АК-108 аномальная граната. А, кстати. Здорово, что за дело хочешь провернуть? Ну что, сталкер, нашел крысюка? Принес ПДА. Короче, сдох твой крыс. ПДА при нем не было. Видать, успел заныкать, гаденыш. Твою мать. Ну что ж, замочили крысюка, туда ему и дорога. Жаль, ПДА пропал. Хотя, нет, стой. Крысюк перед побегом с Жилой долго тер чего-то. Может, у него поспрашать? Жила, говоришь? Ладно, поспрашаю. Так, продолжим. Лаборатория X18. Но мы туда все равно пойдем, так что давай возьмем. Что мы можем тебе предложить? Кстати, задолговский научник, он дает неплохую награду. Правда, его у меня нет. Вы же знаете, что я не пью и не курю. Хотя частенько одну-две бутылки водки с собой ношу. Ну, как средство... Так, ну... оптику протирать, или больных... Знаешь, что ему еще нужно? Как-то раз стою, друга поджидаю. Договорились... 10 МП5. Смотрю, какой-то... в мою сторону гребет. 2 МП5-40. 1000 к ним бронебойных патронов, 20 аптечек, 30 бинтов. Блин, я не запомню все это сразу. Давай вот так сделаем. Вот так. Вот так. Что там ему надо? Патроны, да? Патроны 9 на 19. Обычные. И бронебойные. Потом, что там надо было ему? 20 аптечек? Медикаменты. Аптечка 11. Да, как-то маловато осталось. Ну да ладно. Не знаю, наверное, имеет смысл ему их отдать. Или нет? Не знаю, давай 5 аптечек я себе оставлю. Остальное как-нибудь занесу. Бинт. Вот бинты я вообще не использую, их можно скинуть все. Потом. 20 хлеба. 10 колбас, 10 консерв. Это у нас... А где у нас еда находится? Вообще, по идее, здесь. Да, вот. Хлеб. Что ты там еще хотел? Этого у меня нет, этого тоже. 2 медузы, 3 гравий, 3 капли, 5 кровей камня. Охренеть. Я, блин, все сразу так и не запомню даже. Артефакты. Медуза есть? Медузы нет. Гравий есть? Гравий нет. Я помню, кровь камня подбирал. Да, вот есть такое дело. Души тоже нету. Колобки, души. Слезы электри 2 штуки еще ему должно быть. А еще и все оружие должно быть полностью исправно. Охренеть, баклажан какой. Ладно. Пока скинул тебе, что есть. Выходи, не плачь. Теперь ты. Привет, Жила. Ты в курсе свежих новостей? Дружок твой крыса коня двинул. Крысюк? Да какой там дружок, земля ему. Че тебе надо-то? Да дело есть к тебе по поводу крысеныша. Что еще за дело? Короче, Боров хочет найти ПДА крысы, но тот скопытился. ПДА у него при себе не было. Может, курсанешь, что к чему? И где теперь его искать?
много чего хочет. Короче, там записаны координаты нескольких мест схронов Борова. Я могу поделиться с тобой этой информацией, если ты кое-что мне... Началось. А если я тебе шею сверну, дело не поможет? Или что тебе, что можно сказать? Идите. У меня по ночам Ну ладно, что тебе? хоть вот. Кое-что принесешь. Босиком ходишь? В баре ошивается синяк один, охотник бывший. Так вот, ствол у него уникальный имеется, он-то мне и нужен. Ладно, поговорю с охотником, но ничего не обещаю. Спасибо, доктор. А еще у меня голова кружится, и в голове какие-то голоса. Да, С контролерами общаетесь? типичный квест. Последнее... Но нам пора в X18 уже. Опа, бандуки. Не понял. А это что это такое? А это как это? Так это еще и наемники? А какого вы, интересно, хера здесь делаете? Ты что, дурак, что ли? Блять. Блять, лютый похититель на свая. А ты допрыгался, дебил. Не взорвалась, что ли? А, ну да. Дымовуху кинул, да. Ай, сука. Как отъехал. Отлетел, я бы сказал. Конечно же, тушканы сюда прилетят. Кроме меня же никого нет на локации. Почему бы и нет, а? Ой. Опа, и снорки. Конечно же, и снорки сюда побегут. Ну почему бы и нет, действительно. И тушканы, все сюда побегут. Правильно. Вот этого же педика не существует, правильно? Зачем на него агриться? Давай, вылазь. Слушай, я сам могу подойти. Что, ты думаешь, не подойду? Вот так вот. О, действительно. Чё бы нет-то. Кстати, а вот и пивко, которое можно жили принести. Одна банка уже есть. И патрончики, которые Борову нужны. Так, далее. Далее у нас тут два паркуриста. Это тоже забираем.
Вот это тоже забираем. И вот этот вот какой-то интересный наемник. К сожалению, у него никаких ПДА или чего-либо подобного при себе нет. Слышь? Тебе нормально? Тебя не смущает ничего? Видимо, нет. Ему нормально. Ага, тушкан. Отъехать от тушкана, прикольно. Так, дальше. Слушай, а что здесь наемники-то делают? Неужели из-за тайника Кости они здесь? Они, наверное, за документами пришли. А документы-то должны быть у нас сейчас. Узнаете где? Они должны быть вот тут. Так, так, так. Где они тут у нас? То ли здесь, то ли выше, уже не помню. О! Люди похититель на свая. Одного попадания хватило. Стоп. Я какую-то надпись видел. Мне кажется, или я видел какую-то надпись. Где-то здесь. Непонятно. Ничего не понятно вообще. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Стоп. Я кейс видел. Слушай, я видел кейс. Я точно видел, короче, иконку кейса. 100%. Это 100%. Я ее точно видел. А что происходит, блин, а? И где же он лежит? Слушай, я же его видел. Я видел, где-то тут была иконка кейса. Как это работает? Я не знаю. Я его из воздуха достал. Я даже не понял, где он был. Ладно, давай на самом... Так, что тут? Бартнейм, девочка Амина, если 18 лет. Не знаю, о чем ты. Бартнейм. У нас точно больше нет никаких квестов в Темной долине или в X18. Так. Сумка. Пулемет. Ремкомплекты. Но это на АТП. Это на АТП. Трактат в X18 я нашел.
Это X16 и темная лощина. Кстати, вот. Прототип гаусс-пистолета. На территории комплекса. Да, это здесь. Вот, еще один квестик. Найди тайник в X18. Спрятан в помещении, где обитает псевдогигант. Смотреть надо выше. Номер 2. Найти все странные чипы. Найти 10 бутылок ликера. Вроде ничего больше нету. Короче, пошли искать эти аномальные образования. Я точно помню, где одно из них стоит. Вон там вот. Есть. -1. -2. Здесь вроде ничего нет. Тут вроде тоже. Тут ничего. А сколько их всего? Прототип. Не написано, сколько всего аномальных образований, так что придется искать так. Вроде, насколько я помню, одно здесь. Да, смотри. Есть такое дело. Это уже 3. Вроде их 6, но может я и ошибаюсь. Кстати, смотри. Смотри, что у нас тут есть. Отлично, у меня есть гранаты. Это очень хорошо. Уничтожил? Не уничтожил. Опять не уничтожил. Вот теперь уничтожил. Все. Отлично. Может, в мусорном контейнере? Что еще ожидать-то? О, ну да. Еще одно образование. По-моему, еще одно образование должно быть... Угу. Я тебя понял. Вот там наверху должно быть еще образование, если не ошибаюсь. Но я, скорее всего, ошибаюсь. Что у нас тут? Тут вообще ничего нет. Тут ни хрена не ясно. Да, бля. Серьезно, да? Вот ты вот, то есть ты завис, да? Какая мразь, а? Взять и зависнуть. С ни хрена просто.
А я, по-моему, даже и не сохранялся. Ага. Молодец. Шустрее, алло. Опять пока загрузится, пока прогрузится. Че он вообще вылетел, блин? Надо было лог глянуть, не знаю. Кстати. Действительно, почему бы и нет? Еще один, да, один сверху, ну да. Как бы я ж помню, что тут есть что-то такое. Но это можно будет с крыши расстрелять. Тут я расстрелял. Сохранка. О, смотри, куда засунули, а. Внезапно. Вот так. Надо все проверять. Гранатка. 2 гранатки. Кстати, я вот эти плиты еще не проверил, да? Здесь нет. Здесь нет. Здесь, по-моему, тоже нет. Ладно, пойдем попробуем пробраться внутрь, хотя... Какой внутрь, если еще на крыше остался? Тут я развалил. Странно. Я удивлен, почему сюда не засунули. Зная логику разработки, было логично сюда еще засунуть что-нибудь. Почему бы и нет? Или вон в станок там какой-нибудь. Или вот в шкаф. Хотя, если бы там было, оно просвечивало.
О, все что ли? Удивительно. Даже еще пару десятков не добавили. Так. Ну, гаусс-пистолет у нас где? По-моему, он должен быть где-то тут. Да, вон он лежит. Есть. Все, полезли в X18. Найдем тайник Кости. Так, ну здесь нам больше понадобится... ну, конечно. Действительно. Действительно, чё бы нет-то? Быстрее, мать твою. И сейчас сдохнешь, хотя 70% уже не сразу сдохнешь, уже радует. Так, разрыв. Ну, в принципе, у нас на разрыв остались только эти. Вот эти вот. Да. Раз, два. Три. И что-нибудь на удар еще прицепить, а то минус 11% это вообще ни о чем. Минус 15 снимаем. А есть что-нибудь на удар? Ну вообще вот это на удар плюс. Да, вот оно. 90, 34. По-моему, все. Все, теперь можно разваливать. Правда, у меня радиация теперь набирается. Давай прицепим еще один дикобраз. Так, тут у нас изломы ползают. Да, согласен. Есть такое дело. Ага. Страшно, да. Куда ты пошел, а? О! Хейтеры! Слушайте, отвалите от меня, а?
Блин, чё они такие жесткие, а? Охренеть. Давай что ли жаканом стрелять. Раз уж у меня много жакана, будем стрелять с жаканом. Бот Николай, привет всем, как делишки, Валентин? Нормально. Бот Николай. Ник НСК, ты что ли? Че, переименовался? Да пошел ты, педик. Ты мне здесь только и нужен. Где? Давай, покажись, педрила. Ага, вот он, да? Да, блядь, я не вижу ни хера, что за бред. Вот где он, а? Серьезно. Какой тупизм. Я ни хрена не вижу вообще. Куда ты пошел? А неужели? Ник НСК не я? Ну ладно. Не ты, так не ты. Еще один вылез тут. Вот вам что, заняться тут нечем, что ли? Чего вы до меня тут все докапываетесь? Подскажи, ОП-2.2 не скоро? Есть смысл мне сейчас скачать 2.1 и начать с нуля? Ну, не знаю, скоро или не скоро. Но в ближайшее время точно не будет. А вот насчет есть смысл или нет, это ты сам думай. Так, по поводу тайника Кости. Он, скорее всего, должен быть где-то вот здесь на трубах. Либо находится вот здесь. Тоже на трубах. Это не точно. Так, ну здесь ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Хорошо. Я соль 2016 до конца прошел, затер до дыр, значит и ОП понравится. То, что нравится, это хорошо, мне как бы тоже. Ну, не знаю, я бы на твоем месте, наверное, уже ОП 2.2 дождался уж тогда. Раз уж такое дело. Я-то чисто постримить 2.1. Потому что почему бы и нет. Потом из 2.2 то же самое буду делать. А в оффлайне одно и то же проходить. То есть вот ты начнешь ОП 2.1, потом 2.2 выйдет, ты по-любому его до конца не пройдешь. И опять сначала начнешь. То есть это как бы не очень интересно будет. Да, резонно подождать. Реально, чем больше контента, тем круче. Насчет контента не знаю, там по поводу новых сюжетов вообще ничего не известно. Так, есть ПДА, есть всякая хрень. Все, забираем. Кстати, сейчас всякие педики появятся. В принципе, мне в лабу надо было только за тайником. Больше мне тут... Да-да-да-да-да-да-да. Да. Вот и я о том же. Все, что ли? Надеюсь. Чё?
Что происходит? Кто мне пишет? А, понятно. Можно отсюда валить. На самом деле. Все, валим. Так, ну сейчас толстому сдадим задание на монстров. И пойдем в лощину, я думаю. Хотя... Не знаю. В лощину, наверное, есть смысл заходить с этого. Только с кордона, потому что если так перейти, то даже и не знаю. С тусовки Димастера кто-то заглядывает? Ну, бывает. Заглядывают. Бывает. Он сегодня не стримит, так что делать все равно нечего. Я думал то ли видос сделать, то ли постримить. Что-то видос мне как-то лень делать. Решил постримить. Подожди. По поводу перехода-то с кордона. У меня он вообще есть? Просто если у меня его нет, то как бы и смысла нет. С кордона заходить. С кордона переход есть. Это что? Это награда. Не, ну, не знаю. Давай, кстати, посмотрим по поводу задания. Что вообще говорится в описании? В описании у нас говорится, что... Так, фанатно. Нет, ничего по поводу места захода не говорится. То есть я могу с любой стороны идти. Наверное. Значит, пойдем с темной долины. Потому что почему бы и нет. Надо только обратно арты поменять. Так, вот это обратно. Вот это, кстати, тоже надо в контейнер закинуть. Кстати, мне ж карусель нужна, я и забыл. А она мне нужна. Где еще? Чё не хватает? Чё-то не хватает. Чё-то я забыл. И чё я забыл? Может, вот это? Да нет. А, вот это. Точно. Вот так вот. Пойдем по аномалиям посмотрим. Мне карусель нужна. Псина. Вот зачем, а? Ясно. Ладно, в принципе, я ничего другого и не ожидал. Когда я решил искать какую-нибудь нужную аномалию, ее не найдешь. Ничего нет. Толпа какая бандюков.
Стойте из пулеметов по нам, естественно. Сверху. Ну тут-то я Василию говорю. Ладно, пошли к Борову. Что прочим, тоже он со мастерской работал. И за один рабочий день... Слышь, может, ты отойдешь Ну отсюда? Нехило побарыжил. А из «Жигуленка» вообще... Свали! А я за 2 часа из стальной болванки могу сделать пистолет любой системы. Так, касаемо просьбы уничтожить лагерь, все готово. Из ржавой консервной банки могу сделать новые швейцарские часы Так, что по поводу фирмы. частей мутантов? У меня, кстати, есть грабеля библиотекаря. А что еще ты хочешь? Сердце ротана, язык упыря. Повару швабру отремонтировал. Да так, что получился Что еще? гранатомет, который потом Я тебе могу граблю библиотекаря дать. Вот прям сейчас. На, забирай. Слышишь, друг, а ты не мог бы мою зажигалку глянуть? Что-то барахлит, По поводу твоего хомяка. Я тут немного насобирал всякого разного. Есть у меня немного таких патрончиков. Есть у меня что? Бинт у меня есть. разговаривают 2 сталкера. Один. Потом Работаю денег, вернусь домой и заживу. по артам ничего нет. По-человечески. А может, уеду куда-нибудь подальше. Например, По еде тоже ничего нет. Ну, зато можно пиво скинуть. Можно, наверное, сигары скинуть. И фляжки. И батончики. сами будут приезжать. А джипа с помповыми ружьями и аномальным количеством... Как бы все. Вот теперь можно и в лощину отправляться. Благодарить доктора за операцию. За то, что жизнь спас и все такое. Приковылял на костылях к врачу и начинает выкладывать на стол конфеты, коньяк, Что ты делаешь? баллы. Ну, все самое лучшее, что смог через торговку достать. Туго соображайте, Василий. Если бы вы так же по-человечески, но до операции, Да, хрен знает. Наверное, здесь побегу, может, аномалии попадутся. Где-то еще бюреры должны быть. Перекеть. Или их нет сейчас? Может, спят? Хрен-то там. Вон они. Да иди нахер отсюда, блядь! Какие же вы... Тихо. Не пали. Не пали меня. Там еще и лютый похититель стоит. Этот готов. А лютого похитителя мы сейчас сзади к нему подберемся. Вон висят щуплые. Смотри, висят. Отлично. Стелс, да. Хотя как они вообще не спалили, не обратили внимания, что тут шмалял с автомата, блин, прям перед ними. Это, конечно, да, такой себе стелс. Куча платей здесь есть. Пойдем развалим, а? Почему бы и не развалить? Одна.
Вторая. А еще тут есть трупак. Его уже залутали. Ну и, конечно же, нет ни одной карусели. Действительно. Когда она нужна, хрен найдешь. Хотя на самом деле я тупой. В X18 же карусель есть в стене. Я про нее вообще забыл. Хотя, может, это и воронка, я не помню. О, сейчас будет мясо. А у меня ни гранат нет, ни хрена. Как я эти буду минометы взрывать с БТРами, вообще непонятно. Не, ну у меня есть РПГ, но это нельзя тратить. Это надо на ТП, иначе Калинин базарить не будет. Педик. Придется как-то подручными средствами справляться. Лютый похититель на свая у нас тут. Даже не один, кстати. Вон он, смотри, смотри, смотри. А, ну меня спалили. И чё? Так, лютому похитителю на свай вообще по меди. Может быть, получится его удивить? Не получилось. Он, кстати, не один там. Ух ты, блин. Опасно. Это было опасно. Вы что, неадекватные? А, ну да, действительно. Кентов позвали, я понял. Ну давай, подходи, чё. Молодца. Идеально. Так, а чё пистолет? Пистолет у нас даже не заряжен. Не знаю. Что я хочу вообще? Я хочу, не знаю, что я хочу. Наверное, я хочу побольше отхила насыпить. То у меня аптечек очень мало. Пулестойкости, в принципе, мне пока достаточно. Если что, у меня еще артефакты есть. Зацепим без проблем.
Так, тут у нас псины. И никаких людей вроде нету. Так, кто-то прогружается, я понял. Кто прогружается, непонятно. О, а вот это вот опасно. Это опасно. О, смотри, кто-то есть. Это наемники. Это наемники, кстати. А хрен тебе. Лощина откуда? Лощина из ОГСЕ. Я ее из ОГСЕ брал. Серьезно? 83% пулестойкости. Ты понимаешь всю иронию этой ситуации? 83%. Меня сваншотили. Ладно. Значит, надо увеличивать, что я могу сказать. Да, 83% это как 0% в этом моде. А если у тебя меньше 80%, то это все, это вообще лучше самому застрелиться и чисто и все. А, ну да, я даже до деревни еще не дошел. И чё? А, ну хотя бы лютых похитителей уже развалило, то было бы вообще фейл. Ладно, я тебя понял. Тогда мы сделаем так. Сколько процентов? 8%. Здесь у нас 5%. Хорошо. Цепляем. 86. 8%. 2%. Ставим 8. 92. И ставим 98. 98% выносливости, да? Сейчас посмотрим, как эти 90% будут, короче, работать. А, ну да. У меня теперь радиация прибавляется. Круто. Круто. Придется что-то снимать, что могу сказать. Отхил, наверное, снимать придется. Да. Это уже более приемлемо. На. Дебил, блядь. Ой, вот это меня порадовало. Жаль, что НПС тупые и не могут осознать вот это вот. Вот эту вот всю ситуацию. Где-то еще должны быть, правда. У нас пси-бюреры. Рафлан поминки, да-да. Круто.
Пацану нормально, я ему уже 3 хедшота зарядил, короче, со снайперкой. Ему нормально, он держится, ходит нормально, чё. 4 хедшота. Ему все еще нормально. Отлично. 5 хедшотов, он упал. Это только один бюрер. Так, где второй-то? А вот и второй, смотри. А второй, смотри, держится. Ну. Странно, этому хватило 2. Видимо, я в прошлый раз в него и стрелял. Наемников не вижу. А у вас есть красные грабли. Вот это, кстати, хорошо. Сейчас посмотрим, что там за наемники были. Пустой. У него М60, понятно. У этого... Что это? М4А3. Ну, сохран такой, что я даже брать не буду. Потому что говно. Никого не детектит. Химера. Не-не-не. Все намного хуже. Но это была не химера. Пауки. Пауки. Вот пауков мне только и не хватало. Круто. Так, хорошо, что ему хватает одного попадания. Контролер. Ясно. Ну да, тут одно из двух. Либо пулестойкость, либо разрыв. Разрыв я вообще в говно просто понизил сейчас. Темная лощина такая темная. Ну а ты что думал? Она просто так темная называется? Потому что ты сюда приходишь, тебе темно устраивают. Чисто поэтому на самом деле она называется темная лощина. Не все так просто. Где этот-то? Странно. Где-то тут должны быть контролеры. Но это не контролер точно. Здесь все намного веселее. Здесь снорки. Здесь летающие крысы. На самом деле это очень печально. Давай, наверное, возьмем калаш. Правда, теперь я не могу ни хера детектить. Блин. Так, на самом деле не очень. Хорошо. Ладно, давай посмотрим, где эти контролеры. Их надо в первую очередь завалить. На этих насрать пока. Контролеров вообще не вижу. Бля. Ну. Да чё ты такой, блин,
Отлично. Давай еще вниз упади, будет вообще круто. Бегай, бегай, там внизу педик. Блин, я же знаю, где они заныкались. Они по-любому под мостом заныкались. Где-то вот тут или вот тут. А, ну все. Он меня спалил. Отлично. Сейчас с этой стороны этот педик прибежит, с этой стороны этот педик прибежит. Нормально. Действительно, чё бы нет-то. Я их рот топтал. С камня нельзя слазить. А если не слазить с камня, то тебя захерачат огнем там или вот этим вот псишкой. Прикольно, да? Самое то для релакса. Чисто пришел в темную лощину и релаксируешь просто. Где же эти педики-то ныкаются? Главное, я с камня слез, они сразу меня спалили. А где они до этого были? Что они делали? С пауками там теребонькали, что ли? Не пойму. Что у нас есть? У нас есть, в принципе, вороненок. Можно им туда кинуть. Надеюсь, они оценят. Очень надеюсь. Охренеть. Они не оценили. Им насрать вообще. Им вообще насрать просто вот. Попал. А он в меня попал. Ах ты педик. Спускаться нельзя. Если спущусь, меня сразу просто захреначат. А электричку хотите? Ну, вроде им понравилось, вроде нормально. Контуры на классе Бюрер, это прикольно. Ну да, прикольно. А уж как весело. Давай. Вот же мразота мелкая, хер попадешь. Так, этот флексит там стоит. Ну, я как бы и не против. А, все, уже не флексит. О, он с пауком дерется. Вот это нормально, смотри. Слушай, ну за это тебе респект, реально. Тут еще паук есть, слушай. О, смотри, смотри. Есть, я ему надамажу нормально, пока он там с пауком развлекался. Куда ты пошел, слышь? Вернись. Блять. Что за лаги? Охренеть. А, ну да, псинки еще заспавнились. Понятно, что за лаги. Чё бы нет, действительно.
Так, этот отъехал, уже хорошо. И псина отъехала. Но там еще много пауков. Много пауков. Все-таки надо доставать калаш, потому что сейчас он пригодится прям конкретно. Хорошо, что им понравилась моя электричка. Пацаны прям заценили, вот реально заценили. Ему нормально. Вы просто в башку очередь выпустили, ему нормально. Он полетел что-то там, пропищал и полетел. Почему бы и нет, действительно. Действительно, почему бы и нет? Так, меня еще и снорки палят. Ну, частично разобрались. Посмотрим, что у них тут есть. Еще снорк. Еще тушканье. Летающие. Кстати, тут же награда. Давай заберем. Типа, да. Типа у нас тут патроны. Но патроны такие себе говно на самом деле. Ладно, в этом моде лишних патронов не бывает. Ща, погоди. Раз. Яйцо. Ну да, я знал, что это случится. Как бы да. Не-не-не-не-не. Дротик ставь. Ставь дротик. Дротить будем. Сейчас будем теребонькать. Есть. Так, еще один. Он не сдох. Почему не сдох? Ёб твою медь! Ну вас нахер, вы чё, блядь? Откуда они взялись тут? Кстати, мне ж надо контрика сфоткать. О, ты смотри. Захар, я подкрался к очередному монстру и успешно его сфотографировал. Неплохо. Пацаны, вы меня радуете. Неси фото и ищи Все, что следующего. ли? Ладно, печально. Однако... Лол, это как? Это правка. Типа я не хочу, короче, к ним вот это подкрадываться, как дебил, что-то там искать. Называется спутниковое фото. Зомбарь. Еще зомбарь. Кстати, зомбари хорошие. Зомбари-то хорошие.
Занятно. Есть немного. Вот, кстати, еще зомбари. Смотри, какие. Вот это очень радует, на самом деле. Потому что сейчас у них хорошие стволы будут. А ашки будут у них, наверное. Не, у них эти. Калаши, на самом деле. Но ради такого дела я даже их облутаю, потому что... Блин, у них ПКМы и всякое говно, на самом деле. Давай это немного на радиацию нацепим, чтобы побыстрее снялось. Яйцо. Странно, что не 2 яйца надо по квесту. Это было бы логичнее. Пулестойкость 98, разрыв минус 85. Круто. Удар минус 49. Монстрам лучше сейчас вообще не попадаться. Сразу смерть. Ух ты. Еще кто-то есть. Еще кто-то есть на локации. Кристальная колючка. Ну, допустим. Не, это все. Так, ну все, эффект обоссанного экрана сейчас будет. Ну вас нахер. Только эффекта обоссанного экрана мне не хватало. Вы педики. О, вот тебе и эффект обоссанного экрана. Так, минус педик. Минус большой педик. И там еще какой-то еще бегать остался. Ну сейчас полутаем чуть-чуть и пойдем. Вопрос решим. Или никто не остался? Хз вообще. Не, кто-то остался. Я звуки слышу всякие. Ну, по-моему, это вообще снорки. Так, перезаряжаем все сразу. Потом вот это перезаряжаем. И берем нашу снайперку. Ну и кто-то меня видит, конечно же. А, ну да, я же так и знал, что кто-то остался. Лиса. Вали отсюда. Если проблем не хочешь. Подкрадываться к монстрам и фоткать их чисто, ну, как задумано, типа, разработчиками, было прикольно в первый раз, когда я это делал. Но в третьем прохождении это уже не прикольно. Вообще вот ни разу.
Так что для ускорения времени делаем так. О. Смотри. Блин, мало осталось карт памяти. Я, правда, не знаю, зачем мне сюда, ну. Мне чисто интересно. Нет, по-моему, не стоит здесь. Не. Походу нет. Это кто? Этих я фоткал, что ли? Походу, да. Ну ладно, давай что-нибудь бодрящее бросим им. Вот, например, электричку. Почему бы и нет? Вот. Ну в принципе это монстры на классе Химеры. Они как бы не особо-то и страшные. Их можно вполне вот так вот валить. Меня больше вот эти напрягают. Куда это вы? А на чай зайти чё? Забыли. Так, я понял, у нас тут еще есть. Ты стал ты со своим фотиком, успокойся. Так, ну по дороге пока смысла нет идти, потому что там сейчас эти будут всякие. Если я там пойду, меня минометчики накроют. Нормально. Так, а бабка-контролер это близко, походу, где-то. Я так думаю. Да, смотри, вот она. Сидит, сидит, сидит. Слышь, бабка, а чё ты не в трамвае или не в автобусе, а? Чё ты здесь делаешь? Серьезно. О. Так, отходим. Нормально, как бревно. Хотя почему как? Бревно и есть. А вот и мой Урал стоит, который об кровососа бьется и улетает в небо. Никого не фоткает больше. Кстати, тут кто-то есть. Бандиты. Ну, в принципе, на бандитов у меня есть калаш. Зачем мне на них снайперку тратить? Это наемники даже. Это не бандиты. А как тебе вхлебало? Нормально? Нравится? Ты оценил? Надеюсь, что да. Наймиты, да. Что ты там стал, педик? Закончились, все, наймиты закончились. А нет, не закончились. А где?
А где? Где у нас? SL8 какой-то. А, все ясно. Ему нормально. Но мне тоже нормально. Здесь тебе больше не тут, понял, педик? Вот так-то. Топ-10 аниме Battles. Ну не аниме, ну хз. А, тут у нас стоит один из этих, да? Ясно. Ну, давай тогда сейчас их облутаем и потом взорвем нахер. Это забираем. Еще кольт. Пистолет ты можешь себе в жопу засунуть. Так. Гранатки. У нас есть сдвоенная F1. Да, здесь имеет смысл использовать обычные гранаты, потому что подствольные мы, наверное, будем использовать на БТР. Вот так вот. Отлично. Отлично. Идеально. Прям даже с одной гранаты развалил. Тут круто крысы. Опа. 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 Охренеть. Круто крысы. О, эти еще и прыгают. Да, как так-то? Что за педики такие прыгучие? Да еще и на классе кабанов. Смотри, эти тоже прыгают. Ну, круто. Я, короче, свои последние аптечки потратил. Вот у меня одна осталась и все. Больше ни хрена нет. Я думаю, можно, наверное, чуть-чуть снизить пулестойкость 90% и поставить на отхил что-нибудь. Где тут у нас? Да, вот это. Так, вот здесь где-то должен быть еще расчет с минометом. Ой, я пауков слышу. Кто это там ходит? Опять кротокрысы, мать их. А я еще кого-нибудь сфоткать могу? Никого не могу сфоткать. Ай, ну вас нахер. Сдохли в аномалии. Пацаны к успеху пришли. Так. А где, собственно говоря, находится то, что нам нужно? Как-то я уже далеко прошел. Тут должен быть еще один минометный расчет. В лагере ученых. Понятно. Паучье.
Серьезно, где лагерь ученых? Почему я его не вижу? Может, он дальше? Да не, он вообще в другой стороне. Тупой, туда-сюда бегаю только и все. Здесь, кстати, у нас это вход. И, блядь! Блядь, твою медь. Что? Прикольно. Там мины, оказывается, на них паук залез. А я что-то думаю, вроде должны быть мины, а я прошел нормально. Как-то так. О, да, он сдох. Правда, как я отсюда выходить буду, я не знаю. Не знаю, может как-то попробуем поискать. Хз, короче. Перепрыгнем так же, как и вошли. А, здесь код нужен. Ну, в принципе, я запомнил, где это находится. То есть возле вот этого вот места. А код у нас будет находиться где-то тут. Там будут наемники. И у одного из них будет PDA. PDA будет у него. Слышь, успокойся ты. А, все, да. Вот они. Нашел я лагерь ученых. Немного не там он. Там, где я думал. А вот и миномет стоит. И тут 4 охранников. Ага. Ладно, 90% нормально. Так, пацаны отъехали, остался только турель. Наверное, даже имеет смысл с дротика. Как-то так. CBR. Себе оставь. У меня больше нет карт памяти, круто. Ну ладно. Вроде пацанов больше не осталось. Так, где тут про минометные расчеты у нас задание? Первый, третий, второй. Второй я уничтожил.
третий, блин, а третий я не помню где. Где вот третий-то находится? Хрен знает. Ладно. Задание все еще не выполнено. Но это, наверное, потому что гранаты где-то вот здесь должны стоять. Или нет? Именно. А где же у нас еще один пулеметный расчет, а? О, твою медь, сколько сосателей. Сколько сосателей, охренеть. Мне нужно срочно на камень. Вот. Ну, это хотя бы радует. Так. Охренеть, тут и... Вот эти бегают, блин. Ага. Я тебя понял. Вот зачем, а? А эти сюда не могут допрыгнуть? Не, могут, нормально. Давай, прыгай. Не знаю, не хочет прыгать. Вот так вот. Медведь. И вот эта хрень непонятная. Никак не запомню, как называется. Дай насрать, в принципе. Подожди, а куда эти похитители на свай убежали? Вижу хрень. И ничего больше не вижу. Ладно, насрать тогда. Не знаю, где может быть еще один расчет. Может быть, где-то тут? Здесь нету. Тогда где? Тут где-то уже БТР должен быть. Вон там на дороге. Ой, кошаки. Не. Кошаки неубиваемые из кувалды. Невозможно. Ага. Меня уже запалили. Ага, я понятно. Действительно. Почему бы не закончиться именно сейчас патроном? Кто-то сюда идет. Дай насрать, пускай идут. Мне как бы на вас насрать, если честно. Согласен. Почему не сдох? Объясни мне. О! О! А вот это уже читерство. Аимные твари. Вот пошел. Стой на месте. Молодца. Молодца. Еще один отъехал.
Так, мне уходить пора. Удачно тебе достримить. Удачки. Давай, удачи. Так, теперь чё? Ну, вроде никого больше не осталось. Таких поблизости. Так что имеет смысл, наверное, посмотреть, что там с калашом. Что он клинить стал? А ну да, у него состояние упало. Ща мы его починим. Нормально. Кстати, усас тоже у меня покосался уже. Снайперка нормально. Вал вообще нулячий. Все. Отросток кошака. Забираем. Так, БТР у нас вон стоит. Да-да-да, это он. Все нормально. Все нормально. Я вот не знаю, докину я гранату или не докину. У нас есть М61. А, ну. Он не ваншотный, так что насрать. Ясно. Имеет смысл, наверное, поближе подойти как-то. Да, смотри. Он не ваншотный вообще. Это хорошо. Значит, можно вот так сделать. Ну. Отлично. Патрончики забираем. Оружие забираем. Пулемет, само собой. Пулемет это вообще must have. Получена информация о тайнике. Даже тайник. И экзач. Круто. Тайник и экзач. Так, тут у нас осталось найти, во-первых, третий минометный расчет. Где он? Он, по-моему, где-то здесь должен быть, на холме. Так что пошли искать. И в том же районе где-то должны находиться логово, которое мне надо уничтожить. Так, еще артефакт я слышу. Вот он. Он артефакт. Тушканы. Тушканы нам не нужны, как бы. Третий расчет у нас находится где? Он либо на холме находится, как бы это логично, либо где-то у заправки. Наверное. Да. По-моему, вот это логово псин. Смотри, тот по мне шмаляет. Нет, эффекта боссового экрана мне не нужен. Куда это ты? Есть. Только мне еще гоняться за ними не хватало. Кто шмалял меня? Кто посмел? Турель. Это у нас турель. Да блин.
Великолепно. Вон он еще один БТР стоит. Но так как он не ваншотный, это вообще отлично. Кстати, тут же и бандиты где-то, которых я не завалил в тот раз. Да, смотри. Смотри. Да? Ты думаешь? По-моему, ты косой. Есть. Какая-то вакханалия происходит. Наемники, бандиты. Дурачок. Это раньше вы могли меня безнаказанно ваншотить. Теперь я вас буду наказывать, понятно? Сейчас, погоди. Вот так вот. Согласен. Дротик в качан обычно впечатляет. Вот так, да? Ну ничего, ничего. Смотри, ему насрать. Ему насрать. Ну, все-таки не совсем насрать. Кто? Откуда? Все очень даже честно. Вам на хедшоты насрать из снайперки. А у меня пулестойкость 90%. И не ебет. Все, вот так вот. Сейчас я тебе устрою тейк-кавер, блять. Понял? Да-да-да. Готово. Ну что, остался еще кто-нибудь? Желающий еще есть? Не, по-моему, только БТР остался. Так, пора свет включать.
Все. Давай с БТРом разберемся, и можно будет лутаться уже. БТР далеко стоит, в принципе. Вот так. Это я возьму, вот это тоже возьму. И вот это возьму. Так, пойдем к БТРу. Вон он стоит. Стоит. Нормально. С одной гранаты. Развалил просто этот БТР. А вот, кстати, и ПДА командира блокпоста наемников, который нам и нужен. Код к двери. Так, я понял, это снайпер у нас тут. Ща, погоди. Вон он, смотри. Вот пошел, слушай. Стой на месте, ты. О. Ах ты. Твою мать. Кто шмаляет-то? Они сверху шмаляют, я понял. Второй вон ходит. Второй ходит. Пошел нахер. Вон он стоит. Там еще наемники. Блин, когда ж я уже лутаться-то буду, а? Не дают мне полутаться. Вообще. Ладно, для таких педрил у меня есть калаш. Не пойму, откуда базарят-то. О! ЛС в голову его впечатлило. Это радует. В тело вообще непробиваемые. Вообще насрать. Давай снайперку. Так. Вот. Ну давай, выходи. Чё, зассал, что ли? Ты ж типа бессмертный. Чё зассал-то? Где? Вот так. Вопрос решен. Ай, отвалите от меня. Дайте мне залутать всех. Так. Наемник. Калаш мне не нужен. Тимоха лысый, блин, вообще он. Какой пулестойкий был. Чисто в жбан ему попадал, ему вообще помедь. Тут у нас какой-то рандомный бандит. А здесь наемник. Этого я залутал уже. Ясно. Подожди.
Успокойся. И до тебя очередь дойдет. Подожди, говорю, немного. Я чё этот штурм Гевр взял? Убери его. Нахер. G36E. Тут у нас что? У нас ящик с патронами, и у меня перевес теперь. Что делать? Что за труп? Блин. У меня есть рюкзак? Да, у меня есть рюкзак. Давай сюда скинем самые убитые стволы. Допустим, вот это. Вот эти убитые. Потом, что еще есть? Убитая гроза. Убитый ПКМ. Хватит или еще? Не, надо еще что-то скинуть. Что-нибудь почти убитое давай скинем. Вот, например, можно вот этот АК-101 скинуть. Грозу оставим. Сиги дешевые, но они, в принципе, в хорошем сохране, так что можно оставить. Ладно, пошли. Тут тайника нету. Или я с ОГСЕ путаю. Возможно, кстати. А сколько ящик-то весит? 35 кг, слушай, это прям много. Ясно. Ща, погоди. Успокойся. Тут у нас есть лестница. Мы сюда залезем. И решим вопрос. У нас стоит. Стоит. Ща, подожди. Не ссы. Так. Так будет с каждым. Ага, ясно. ПДА. Нашел ПДА. Это ПДА для Акима. Блин. Готово. Всегда бы так. Так, тут, в принципе, внизу должны быть стволы, которые они уронили. Только вот где? Ну, вот какой-то есть. СЛ-8. Блин, а где третий расчет? Что-то хрен его знает. СЖшка. Чё? Понятно. Еще две? Слушай, а не до хрена ли? По-моему, до хрена. Экзач. Блин, опять у меня перевес. Ладно, давай скидывать мусор. Так.
Что у меня есть убитого такого, что можно скинуть? В принципе, нет, АК, он, в принципе, наверное, дорогой. Или я ошибаюсь? Ладно. В принципе, у меня есть вот такой кольт. Он как бы не очень-то. Я даже и не знаю. Тут еще пулемет есть, блин, вот мать вашу. По-любому надо еще скидывать, потому что это, мать вашу, пулемет. А, ну да, я ходить не могу, круто. Тут есть лестница? Здесь нету. Здесь тоже нету. Вот это очень печально. Ладно, что мне с вами делать тогда? Ну, я не знаю. Я не согласен. С вами я, кстати, тоже не согласен, поэтому не обессудьте. Так, ну-ка заходим. Вот так вот. И вторая. Да твою ведь. Ну наконец-то. У меня есть подозрение, что я этих монстров еще не фоткал, но у меня нет карт памяти, так что уже не сфоткаю в ближайшее время. Так, тут у нас джишка. А, ну в принципе нормально, смотри. Обыскан, обыскан. Обыскан, все. Так, третий расчет. Все-таки нужен мне третий расчет. Где я должен искать третий расчет? Думай. Вспоминай.
Не, ни хрена не могу вспомнить, на самом деле. Уничтожить третий минометный расчет и ящик с минами. Слушай, ну я реально хз просто. Может быть, где-то здесь пробежимся, давай? Возможно, где-то тут это находится. Кстати, я что-то думал, что они стрелять могут, эти минометы. Но что-то ни разу даже и не видел, чтоб такое было. Так, понятно. Здесь такого нету. А где такое есть? Волки. Волки позорные. Много волков позорных. А вот миномета нет. Ой, лютый похититель на свая. Отстань. Я тебя трогал. Иди вон волков жри. Ну тут тоже ни хрена. Кстати, я ж, по-моему, вот этих не лутал, да? А тут двое тут лежат. Патроны и перевес, понятно, ясно. Что я могу сделать? У меня, в принципе, небольшой перевес, так что, наверное, можно пожрать хлеб. Да, отлично. Пожрал хлеб и нормально. Плоти. Блин, да где же этот третий? О, смотри. Бегут, бегут, бегут. Чё они бегут-то? А вы чё бежите? Чё, неадекватные, что ли? А, там артефакт есть, смотри. И сейчас у меня опять перевес будет. Что делать-то? Грави. Ну, кстати, грави надо в контейнер сразу, вот так вот. 588,9. Ну, я даже и не знаю. Блин. Консерву сожрать. В принципе, уже можно чинить, как бы, экзу. Так что нормально. О, блин. Полтергеи. Не, полтергеи не хочу. Короче, чем вот это тупо бегать, да, посмотрим, что Google скажет нам на это. Так. Третий расчет. Не, смотри, третий расчет реально на заправке. Короче, я тупо его не увидел. Как дебил просто. Ясно.
Я же говорю, что он должен быть на заправке. Блин, вот это опять бежать, конечно, печально. Очень печально. Ни одной карусели не вижу даже. Они хоть где-то есть? Так. Да, вот он, миномет стоит. Вот где-то тут должен быть вот это ящик с минами. Сейчас. Что у нас есть? У нас есть РГДшка. Давай РГДшку. РГДшки мало. Ага. Отлично. И ящик взорвался сразу. Так, ну теперь нам надо идти в этот бункер, в котором я был уже. На этот раз у нас есть код, так что мы сможем пойти попасть внутрь. И нам надо идти сюда. То есть это вот куда-то вот сюда, правильно? Да. Правильно. Это воронка, это не карусель. Карусель немного по-другому выглядит. Да, я правильно иду. Тут как бы должно быть логово пауков. И вот, да, вот логово пауков. А вход, по-моему, вот здесь. Да, вон, я уже вижу этот вход. Как бы, да. Ты чё? Ты за мной побежишь? Серьезно? Ладно, неважно. Что там за код-то? Не то. 260 419 86. 260 419 86. О, все, спавен. Спавен у нас тут. Но у нас есть калаш, и нам насрать, на самом деле. Что? Уже не такие крутые, да? Побазарьте мне тут, побазарьте. Ну да, через стены вы умеете стрелять, я согласен. Угу. Феликс с пулеметом. Ну. Ты один там остался. Оп. Готово. Что мы имеем? Мы имеем, значит, патроны. Мы имеем... Тут, кстати, пулемет есть. Блин, я не знаю, слушай. Сейчас опять перегруз. Что делать? Что делать?
Сколько весят фляжки? Фляжки весят полкило, охренеть. Слушай, не обессудь, конечно, жила, но... Зачем я его пью, блин? Нахер я его пью вообще? Вот так вот сделаем. Сладкий батончик 0,05. Что еще у нас ненужного есть? Можно светошумовые выкинуть пока. Ну, хз. Может, вот это? Да, полкило. 1,5 кило. 1,5 кило это много. Так, и здесь должен быть... Опа. Опа, наемники. Все с вами понятно, чем вы здесь занимались. А вот где у нас находится ПДА? А, обыскать. Все, я понял. Что же все-таки наемники искали здесь? Также интересно, куда ведет заблокированная дверь на лестничной площадке. Она явно заперта с другой стороны, а значит, внутри кто-то есть. Стучаться, думаю, бессмысленно. Интересно. Там типа вход в какую-то лабу, что ли? Интересно. Но если с технической стороны смотреть, то за этой дверью конец уровня. Там ничего нет. Значит, наверное, переход какой-то потом появится. О! Блин, меня больше вот эти вот напрягают. Не-не-не-не-не. Пауков не осталось, отлично. Все. Куда пошел, слышь? Кто еще? Еще один остался, да? О, тут уже пацанчики посерьезнее. С валом. С валом, пацан. Ну мне насрать. Получена информация о тайнике. А вот это круто. А вот это даже мы сохранимся. Информация о тайнике нам надо. Что за вал нашел? Сохран у него какой? Хороший, да? Но если хороший, то, наверное, имеет смысл что-то скинуть. Наверное, вот это. Потому что, несмотря на сохран таких стволов, они очень дешевые. Ну, я не знаю. Мне хватит вообще места вот это забрать. 92,7. Да, нормально. Нормально. Кольт. Патроны. У кого-то должна быть карта. Может, у тебя? У тебя нет карты. Это что? Говно. А у кого карта-то? А, у тебя все. Нормально. Не знаю, имеет смысл сюда зайти или нет. Может, кого еще развалить можно? Или я здесь всех развалил? По-моему, я всех здесь развалил. Ну да. Разве что здесь может быть бонусный тайник. Но это я не помню, это в этом моде или нет. Реально, уже столько этих модов с лощиной, что хрен вспомнишь. Здесь ничего нет, здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Да, это, наверное, в каком-то другом моде.
Потому что здесь нет ни хрена. Все, на кордон идем. И идем на кордон, наконец-то. По-моему, я все квесты здесь выполнил. Да, и ЦЗшки выполнил, и не ЦЗшки. Можно валить отсюда. О, зомби, что ли? А посмотрим. Да, зомбари. Кстати, это может быть взрывающийся зомбарь. А в принципе насрать на вас. Тут у меня еще и обычные патроны есть. Обычные надо зарядить. Их в первую очередь тратят всегда. Так, тут у нас где-то полтергей дальше будут. Я их даже мочить не буду. Они ваншотят. Как-то это не очень меня устраивает. Сосычи, ну, не знаю, можно, наверное, сосычей завалить. Хотя, по-моему, там только такие сосычи без красных щупалец, так что смысла особого не вижу. Да, там обычные сидят. Пердососычи, так называемые. Псевдопсины мне тоже не интересны. Алекс Гейм, у вас здоров, здоров. Так, на кордоне у нас что? На кордоне у нас ноутбук фаната. Потом что? Хрен знает. Кстати, можно теперь у Кузнецова брать задания. Мне теперь эти бессмертные не страшны больше. Так что пускай чего-нибудь за щеку возьмут. Одноглазого. Чё там, как жизнь, Алекс Гейм? Нормально. Потихоньку, спасибо. Это хорошо. Ну что потихоньку. Так, сейчас бандюков развалим. Ух, ни хрена себе, сколько у нас тут всяких квестов. Ну, сдать мы можем только шустрый, фанат и, ну, собственно говоря, и фанат, да. Больше ничего. Конечно, можно было бы сходить на болото, но я не хочу. У меня полный инвентарь, у меня некуда даже складывать. По бар. Надо идти на склады, надо идти в бар. Там все продавать. Согласен. Пацан просто одним словом охарактеризовал всю ситуацию в этом моде. Просто чисто одним словом. Ты чё, дурак?
нахуй, насрать на вас вообще. А что за зависть тупые? Вот так-то. Патрон забираю. У тебя что? Получена информация о тайнике. Опа, нормально. Это достойно сохранки. Патроны и бабло, и перевес, круто. Хлеб ебанем, давай. Патроны. Так, мужик, что там у тебя? Внимание! Не понял. Это как это называется? Сталкеровская озвучка и враг. Это как это? Те желтые. Странно это. Да блин, вы достали. Что такое? Батончики сожрем, я не знаю. Ты кто? Сталкеры. И враг. Что за бред? За что это ты уже успел на меня обидеться? Кстати, пачки денег вон сколько. Такой вопрос. Если чрезмерно чит опции использую, будет какое-то негативное достижение, влияющее на полное прохождение мода? Если чит опции используешь, то у тебя не будет финального достижения, что ты типа прошел всю игру без использования читов. Больше ни на что не влияет. В свою очередь, это достижение ни на что не влияет, кроме твоего ЧСВ. Типа, вот я такой крутой. Типа, прошел, короче, ОП-2.1, не используя даже ни одного, короче, чита, даже официального. Вот такой я крутой, короче, понтануться чисто перед кем-то. Больше ничего это достижение не дает абсолютно. В принципе, ни одно достижение в этом моде ничего не дает. Они абсолютно бесполезные. Так. Черная энергия. Ну... Не буду брать. Пускай себе валяется. Хотя, ну-ка, давай-ка. Есть для меня что-нибудь? Хвосты собак есть? Есть. Когтей химер нет. Хвосты собак. Все тип-топ. Жетон монолитовца у меня есть. Есть даже жетон монолитовца. Капля есть? Ни хрена. Блин. Че он тогда хрена весит, а? Реально до хрена весит. Сколько? А нет, смотри, 0,2 кг. А у меня же было 593 с чем-то там. Что за бред? 0,2 кг?
Ну и хорошо, не буду заморачиваться. Да правильно. Это абсолютно бесполезные, короче, строчки. Для ЧСВ чисто. Если бы они давали какие-то бонусы, это еще ладно. Но в любом случае, даже если бы эти достижения давали какие-то бонусы, и вот это финальное достижение давало бы какой-то крутой бонус, но оно выдается после 100% прохождения ОП-2.1 без читов, когда уже делать просто уже нечего уже в зоне, то есть, ну и нахера, собственно говоря, оно нужно. Ты больше не будешь играть в этот мод. Если ты его даже проходишь даже без легальных чит-кодов, ты, скорее всего, даже никогда больше не будешь в этот мод играть. Блин, что делать? Надо что-то выкинуть. А что выкинуть? Но не знаю, можно, наверное, вот это выкинуть. Шустрый. Хорош дрыхнуть. Забирай. Что еще? Защитить лагерь Кордон. Да ну, за вывертнутие. Клык хищника у меня есть, кстати. 2 черных энергии. Дальше. Ну, вроде пока нормально. Ты чё, мужик? Так, Охренел? фанат. Это ж военная тайна. Привет, фанат. Нашел я ноут. Есть там карта, проверял? Как же я проверю? Он, наверное, уже лет 5 лежит. Паутина весь зарос. Я даже и не пытался. Сам смотри. Да не, нормально все. Даже включается. Есть карта. Для активации телепорта на армейские склады необходим артефакт душа. Держи в качестве подарка. Куда еще можно попасть? Можно было бы настроить на озеро Янтарь, но опять же нужна карта. А, знаю. То помеченный черти куда, а принеси черти что? Ну да. А ты за просто так хотел? В общем, дипломат в лаборатории Х-16. Сходишь? Тьфу ты, дьявол, пойду. Так, дорога через лощину стала безопасной на некоторое время. В отсутствие угрозы минометного обстрела, мутанты и бандиты займут опустевшие стоянки и лежбища. Но с этими тварями можно вести бой на равных. Похоже, ты в рубахе родился, раз в одиночку справишься с подобным заданием. Не-не, сразу в каске и с автоматом в руках. Выясню что-нибудь новое у своего информатора. Да, вести очень тревожные. Где-то неделю назад на базу военсталкеров прибыло около 500 наемников из частной военной компании Грейстоун с бронетехникой и современным вооружением. Примерно 100 из них сразу же отправилась на завод, другие же готовятся к переброске на север и через реку Припять. Как я и догадывался, между частными военными компаниями и военсталками есть договоренность. Оплачены большие суммы за пребывание и транспортировку. Но это еще не все. Через пару недель должны прибыть наемники из Блэквотер на вертушках. Такое же количество бойцов. О целях и заданиях никому ничего не известно, как и о тех, кто их нанял. Что-то назревает, что-то очень нехорошее. Хорошего от них ждать и не стоит. Будет новая инфа, мой логин ты знаешь. Так. Блин, походу опять сейчас перегруз будет. Ладно. О работе, защитить лагерь, я разобрался. Что еще? Ничего на самом деле. Ну, конечно же, у тебя будет перегруз, действительно, чё бы нет-то. Слышь, фанат, а ты у меня ствол какой-нибудь купишь? На. А у меня все равно перегруз. А, ну тут уже проще. Блин. А купишь у меня эту сигару? Че, покуришь тут? Нормально же. О, отлично.
Годнота. Теперь ты. Так, ну шо, Пидорович. Да-да-да-да. Не все фото еще сделаны. Что еще? Особые задания есть? Ничего нет. Что-то скучновато. В принципе, у меня рука бюрера есть. Давай. Потом. Ну, потом даже и не знаю. В принципе, у меня есть каменный цветок. У меня есть ломать мясо. За каменный цветок что хочешь? МП-40, пистолет. Ну, давай. Давай. Вот так. Насчет задания. Больше ничего интересного. Что можно продать? Ну, не знаю, да, что можно именно тебе конкретно продать. Потому что ты все берешь по дешевке. И есть ли смысл? Нафига ты эту дрянь тягаешь? Так, ну у меня 3 кг, да, тут? Ща, погоди. Что-нибудь скинем. Кстати, по поводу экзачей. Тебе ж нужно по 2 экзача каждого типа, да? 2 экзоскелета бандитов есть. Экзоскелет наемников 2 штуки. Экзоскелет наемников модернизированный. Он нужен? Я, конечно, не уверен. Давай посмотрим. Заказы. Броня. По 2 экзоскелета каждой группировки. Ну, наверное, нужен. Пускай будет. Тем более у меня уже перевеса нет, так что все норм. Так, появились у тебя всякие разные вещи. Понятно, возьмем Неплохо. спальный мешок. Хороший товар. Вот так бы всегда. И скинем его сюда. Спальный мешок. Так, все. В принципе, больше мне на кордоне делать нечего. Веса пока хватает, так что до бара, думаю, доберемся. Тем более еще забежим в темную долину, отдадим ящик с патронами, который 35 кг весит. Так, ну, что тут? По-моему, у меня бутылка водки есть. Так что мы сможем как бы пройти. Заодно с Кузнецовым пообщаюсь, там задания какие-нибудь возьмем у него. На заключенных можно будет задание взять. На ящик можно будет взять задание. И на... В принципе, наверное, на все. Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Что есть? Нет, вали отсюда по-хорошему. Ликер Бейлис есть. Понятно. Так. Какое особое задание? Не-не-не, погоди. Работа есть? Так. Булыжник. Что за булыжник хочешь? Патроны? Не-не-не. Экзоскелет монолита, баллон с огнесмесью. Херня вообще полная. Что тут происходит?
Странные люди какие-то. Ладно, насрать. Так, это убираем. Угу. Так, что тут у тебя? Сержант пропал. Украденный шлем с тепловизором, взлом старого сейфа, потерянный кейс, сбежавшие заключенные. Так, сержант пропал. Ой, не помню я, где его искать. Ладно, давай. Дальше. С тепловизором. А, свалка, да. Это я знаю где. Потом. Взлом сейфов. Понятно. Кейс. Кейс у нас должен быть на складах. Зэки. Так, подожди. Хорь скрывается где-то на севере болот, а койот в районе янтаря дикой территории. Ясно. Знаю, помню, где это. Больше заданий нету. Плейбои собирать пока не будем. А, держи водку, я пошел. Так, стрельба какая-то опять. Собачки? По-любому собачки. Кто же еще? Никого. Ни одного хвоста нет. Что за псины вообще бесхвостые все? Вот же, я же вижу, у нее есть хвост. Что за бред? А открываешь, а хвоста нету. Это что такое? О, Псевдыч. Псевдыч, ты что на кордоне забыл, слышь? Ты нормальный, Псевдыч? Ты чё флексишь? Так, пацан завтыкал. Вот те и завтыкал, блин. Как только я подошел, сразу расвтыкал. Тут псины. Смотри. Слышь, Аким. Здорово, брат. О работе. Есть для меня что-нибудь? Нет у меня СВД, да? Ну ладно. Пойдем сюда. Ой, быстрее, а. То я засну сейчас, реально.
Так, отнести яйцо долговцу. Как-то это двусмысленно прям так звучит вообще. Отнести яйцо долговцу. Да. Тут никого. Тут есть бандюки, да? Или нет? Нет, что-то нет никого. Отнести яйцо долговцу. Долговец, я тебе яйцо принес. Ты потерял. Да. Ворон. Насчет задания. Готово. Вот если честно, вот реально, за эту награду вот даже не стоило реально просто этой награды, это задание. Чисто если что-то выполнять, то сразу. Что получится выполнить, то и выполняешь. Так, хвосты есть. Хвост псевдособаки есть. Хвост собаки есть. Можно взять вот так вот 5 хвостов. Ну-ка давай. Боеприпасы, патроны. Патроны для грозы. Боеприпасы. Патроны. Патроны для дробаша. 2 пачки дроби, 1 пачка картечи, 2 пачки дротиков. Нет, ты знаешь, реально не хочу ничего брать. Я лучше потом возьму как-нибудь патроны на вал. Намного выгоднее будет. Ты что скажешь? Разворачивается на 180 и в погоню за сталкером. Погоню это я, конечно, Мосберг. Можешь Мосберг у меня взять. На тебе, Мосберг. Такой аномалии весьма ограничен. Что-то около 6 часов. Так что шанс как бы у нас есть. Молчит. Ща яйцо отдадим. Пойдем в долину, отдадим ящик с патронами. Наконец-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стой на месте. Блин, Макс, ты хоть с места-то вставал? Не шуми, меченый, медитация нарушается. Забирай свое яйцо. О чем я и говорил. В смысле яйцо арахнида. В том месте оно было одним единственным. Видать, из остальных пауки-мутанты уже успели вылупиться. Боюсь даже представить, что за монстр смог их отложить. Пришлось нести яйцо в отдельном рюкзаке, а то эта тварь могла родиться в неподходящий момент и вцепиться мне в горло. Так, получена рубиновая пружина. А, молоток, братан, держи наш подарок. Вот рубиновая пленка, лечит на ура. И чтобы знал, эту рубишку можно получить из обычной пленки. Бросаешь ее в аномалию снежная, и вот она, красненькая. Чуть не забыл, рубиновая пленка может уничтожить аномалию, только не помню какую. Ну да, еще один склерозник. Как бы да. BC Treasure Trails. Android doesn't sleep, just charges up. BC Treasure Trails, I don't have night now. Окей. Окей. Так. Ты слышал о недавнем нападении на разведгруппу военных? Кто мог совершить такое? Местные ушлепки. Нападают внезапно и только ночью, примерно с 2 до 4 часов. Сколько у них человек, я не знаю, но вооружены хорошо. Так что по ночам удвой бдительность. Ясно, спасибо.
Понятно. Ну такое себе. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. А и правда ничего. Активных заданий нет. What's up, BC Treasure Trails? Наконец-то я избавлюсь от этого 35-килограммового ящика. Just waking up 8 a.m. And I have 7 p.m. Пойдем к бесу, отдадим ему этот хлам наконец-то и свалим. О, кстати, у Мессера задание я брал, круто. Про него-то я и забыл тоже. Так, бес, ты где? Вот он, бес. Привет, бес. Обещанные патроны от торгаша. К сожалению, сталкеры, несшие груз, сами стали грузом 200. Вовремя. Бандюки уже одолевают. А ребята... Эх, жаль ребят. Позже помянем их с мужиками. Держи ящик. Запиши рецептик. Окей. Что за лапу медведя даешь? Кстати, за лапу медведя дает... выстрел к РПГ. Но он мне уже не нужен, так что давай вот я тебе дам черную энергию, а ты мне дашь 2 аптечки. Что еще? Нет, херня. Мессер. Эдик, ты очкастый. Забирай. Новый УСАЗ-12. Серый. Такое себе. Вроде больше ничего мне здесь не надо, так что пойдем отсюда нахер. Так, куда сейчас идти? Ну, наверное, в бар, я думаю, потому что в пещеру мне как-то особо смысла нет идти. Да, в бар, потом разгрузимся. Пойдем на АТП. Нет, стоп. Зачем в бар? Сейчас пойдем на склады через переход. Оттуда уже в бар. Как раз сразу продадим все ненужное. Намного лучше.
Кстати, про карусели я забыл. Ну ладно. Что делать? У нас псины. Все, вот так. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. И прямо на базе свободы, вообще круто. Так, Кэп. Кстати, надо будет к Кэпу зайти. Тут у него ЦЗшка висит. Скряга. Скряга. Много хочешь и мало даешь слишком. Единственное, что я тебе могу продать, это натовские стволы. Вот, забирай натовские стволы. Это что стоит? SL8. 10 патронов, емкость магазина. Ну, говно, если честно. 30 патронов. Тоже такое себе. Было бы 100 патронов, я бы еще, может, оставил. Порезали до 30. Все выкладываем, 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 выкладываем. Пулеметы. Пулеметы нам нужны, кстати. $30К. Неплохо. А еще у нас здесь два задания. Во-первых, у нас здесь... Трещишь поменьше, поживешь подольше. Во-первых, у нас здесь вот это вот есть. Да? Так. Справка. Не то. Ладно, а данные? А журнал? Коды. Код сейфу. Блин. Числовую последовательность. Не помню я этот код вообще. Ну и нахер тогда это задание потом выполню. Уничтожить лагерь. Да. Ищешь кого? Ни о чем вообще. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Водка. Подходи, пообщаемся. Будет еще какая проблема? Подходи. Хорошим людям я всегда помогу. Работа есть? Херь. Просто херь. Так. Теперь нам надо искать ящик, который на лэп.
Сначала к Кэпу зайдем, отдадим ему костюмчик, который он заказывал. Заберем награду. Потом пойдем искать сам ящик. О, опять что-то происходит тут. Забирай. Получена информация о О, тайнике. контроша тут у нас. Вон он, педик такой. Прикольно упал так. Чё? Без ору пацана было. Вот это удачно я зашел. Можно еще будет немного баблишка заработать. Так, ну что, пошли искать. Во-первых, у нас есть лэп вот здесь. Ну, наверное, сначала имеет смысл проверить лэп, которая находится посреди локации. Шел там нахер. А как так? Я ж отошел. BC Treasure завтрак. Завтрак. Почти отъехал. Но не отъехал. Бутербродов нету, да? Жаль. Подлечимся немного, постоим. Посмотрим на костерчик. Поехали. Смотри, вот же, кстати, лэп. Но тут у нас нет ни хрена. Кстати, пойдем развалим наемников. Нечего им тут делать. Согласен. Пора за работу. Пора за работу. ЛРки снайперские, это я удачно зашел. Такое нам надо. Это что? Ну это нам тоже надо. Так, следующий столб у нас тут. Ничего нету. Следующий у нас тут. Здесь тоже ничего нету. Ну и здесь тоже ничего нету.
Чё? Кто там ходит? А вы что тут забыли, а? Вас здесь быть не должно вообще-то. Хотя насрать, в принципе. Так, вот у нас... здесь я проверял, да? Значит, проверяем здесь теперь. Вот он, ящичек. Кстати. Так, что там сказано по поводу его сбивания? Ящик, ящик, ящик. Собрать булыжники. Бейлис. Блин, вот эти фотоохоты, блин, они вот висят, место столько занимают, до хрена вообще. Особенность кейса в том, что он может выдержать около 10 выстрелов из АК-74, так что я смогу сбить его с опоры. Майор посоветовал хорошенько рассчитать угол прицеливания и количество выстрелов. Использовать подствольник запрещено. Угу. Вот так, да. А 108 пойдет? Хрен знает. Так у меня нет АК-74. Давай сохранимся сначала. Потому что если АК-108 не прокатит, это будет печально. Круто. Он вообще с места не двигается. Ему насрать абсолютно. Ладно, раз ему насрать, то и мне насрать. Вот так и сделаем. Чего? Ты дура, что ли? Объясни мне. Так, ну все. Понятно. Понятно. Есть для меня что-нибудь? Ничего. Это что? Это ничего. Так, ладно, пошли. Можно идти в бар. Это шо, артефакт так скачет? Прикольно. Электрический дикобраз. Вот это поворот. Подожди. Подожди. Показалось. Думал, еще артефакты. Электрический дикобраз весь хороший, да. Только я вот никак не могу найти карусель нигде. Может, хоть в баре найду. Там аномалии должны компактно располагаться.
Чё так долго, а? Куча квестов. Что за хрень? Так, что-то в Захару надо зайти, да? За наградой. Так, Захар, мне удалось кое-кого сфоткать. Кого именно? Контролера. Угу. Отлично, держи артефакт. Да я всех уже перещелкал. Глянь список-то, что ты на это скажешь? Барет мы получили, ну, так себе на самом деле. В других модах, может, это и крутая пушка, ну, в этом такой себе. Ну, что без осечек? В нычку сейчас отправится и все, этот барет. Так, Костя. Первый тайник найден, держи ПДА. Отлично. Так, теперь следующий. Тайник на Агропроме. Поищи внимательно там. Хорошо, постараюсь. Ну, удачной охоты, сталкер. На Агропроме в очаге радиации к югу от юго-западного комплекса. Скорее всего, поискать стоит. Где-то там он, точно говорю. В очаге радиации к югу от юго-западного комплекса. Нет, точно не помню, где это. Будем искать уже на месте. Так, дальше. Бармен, доцент, генерал Воронин. Так. У нас есть квест у Воронина. И у Петренко, да, тоже, кстати, есть. Приветствую! Давай поговорим. Держи свой чемодан, еле притащил. Вот спасибо, так спасибо. В качестве поощрения держи координаты тайного перехода из темной долины к мозговыжигателю. А там и до монолита рукой подать. Ладно, проверю. Вот, кстати, переход появился. Круто. Что еще? Уничтожить лагерь. Блин, я не уничтожил лагерь. Круто. Это тоже не выполнил. Великолепно. Был на складах и не выполнил задание. Ну и ладно. Ты что скажешь? Кстати, вот, можно винторез ему дать. Давай, на тебе винторез. Забери его себе нахер. Потом что? А потом ничего. О, эй, Мечин, давай поговорим. Слушаю тебя. Только все останется между нами, понял? Сможешь найти информацию о полевой системе поддержки Скиф? Я слышал, что флешку с данными выкрали у военных и продали кому-то в зоне. Значит, владельцем является тот, у кого есть комп. Например, ученые на Янтаре, чистонебовцы или свободовцы. За это получишь рецепт арт-модификации. Ладно, поищу. Лузитания детекстау. Хай. Хай детекстау. Лузитания детекстау. What's up? Работа есть? Нахер иди.
Здравия желаю, есть Гаусс. Нашел, значит, осложнение? Да никаких, в общем. Правильно, там тусовалось несколько подозрительных личностей, также хотевших заполучить прототип, но моя пушка с ними договорилась. Долг в долгу не останется. Давай код связи, солью тебе способ преобразования. Так, еще какое-то задание. А что требуется? У Сахарова есть несколько экзоскелетов. Я договорился с ним обменять парочку на редкий артефакт. Поработаешь курьером, рецептик с меня. Недалеко смотаюсь. Что еще? Опять не выполнил. Так, что-то скучновато. Бля, ничего не могу ему сдать. Portugal here, Stalker problem resolved. Rebooted the PC and it started fine. I'm running it in XP compatibility more and it's fine. Are you have XP on your PC? Seriously? Windows XP? Так, что происходит? Вот я дебил, я не продал, блядь, стволы, не зашел. Ну, конечно, чё бы нет-то. Ладно, вот это забирай. Вот это забирай. Вот это забирай. Вот это забирай. Вот это. Windows 7. This modification must work without problems on Windows 7. Maybe you didn't install C++ kit. I have Windows 7 but run in XP compatibility mode. Okay, but it's not normal. Все. Приятно иметь дело с честным сталкером. Okay, are you already game? Already started or not? Чё? Что-то в сон клонит. Ты Надо дурак, что ли? вздремнуть пару часиков. Здорово, как жизнь, что правда. Есть для меня что-нибудь. Так, диалога у него нет, наверное, пока я не принесу ему ружье. Логично. It crashed when I died and tried to load, but now it's okay. Crashed when you died? Every time or just once? Так. Нет. Осведомитель. Одни документы. А, понятно. Работа есть. Убить сталкера, монолит, мастер. Лаборатория X10? Ну, нет, не хочу. Записка сталкера. Блокнот стукача. Ладно, давай. Почему бы и нет? Блокнот стукача. На тебе. Блокнот твой стукача. Кольт М4. Кстати, у меня ж есть. На.
тебе. Мы как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли... Здесь у нас что? Здесь у нас броня. Давай посмотрим, что из брони я могу скинуть. Могу скинуть скат 9. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Остальное я и не знаю, нужно мне, не нужно. Да. Настроение хуже не бывает. Ладно, давай скинем. Пусть будет. Чего заскучали, мужики? Тут у нас только патроны. Зажигатель такой. Правду о нем говорят. Скидываем все ненужное. Вот это, вот это. 5.45 скидываем. Подожди, я что, 5.56 скинул? Да. Молодец. Патроны на петуха. Вот это тоже скидываем. И вот это. Потерянный кейс. Странно. Почему-то он в классе боеприпасов. Как-то это непонятно. Что у меня по патронам вообще? Да, ты достал. Что происходит, блядь? 32, 281. Да нормально. Вон у меня сколько патронов навал. Вообще до хрена просто. Так что все нормально. И никого на горизонте. Ну что, бизнесмен, принес я тебе пластинки. Хорошо. Так, слишком много тут читать. Ну-ка, кто хочет, читайте. Так, ну что? Смысл в том, что нам надо идти на янтарь. It was a little difficult the game, but after dying 20 times, I accomplished to start it. Yeah, this game is difficult. Yeah, it is. This game may be very difficult, especially if you game like realism. Что я могу тебе дать? Что я могу тебе дать? По-моему, тебе ни хрена не могу дать. Могу кристальную колючку дать. На. Кристальную колючку. Какой бизнес? Здорово, меченый. Всем дурак, что ли? Бармену ничего не буду продавать. Я не знаю вообще, зачем я... Вернее, почему я не продал все стволы ненужные. Как делишки? Так, давай скидывать. Барет у нас тут есть. Потом у нас есть снайперская новая ЛК. Ингрэмы всякие. Кстати, М60 надо повыкладывать. Неужто завязывать пора? МП-40. Шмайсер. Вальтер. Да. Вот ведь Винторез. как все выходит. Печенек. РПГ оставляем. Дальнобойщик выкладываем. Yes, the game is hard. Yeah. Да. The game is hard. Настроение хуже не бывает. Especially in the beginning. Ха-ха-ха-ха. Гранаты. Гранаты у нас здесь, я так понимаю, лежат, да? Гранаты. Заряд М209 выкладываем. Кусок бы мяса Обвесы всякие. чтоб прям свертела. Так, это не надо. Сочный. Артефакты. Артефакты. Бенгальский огонь. Булыжник, сколько у меня? 4. Дикобраз. Душа. Да. Вот ведь как грустно все. Колобок. Короче, все ненужное выкладываем.
новичков нынче, что Огненный шар, пленка, И все они лучше стариков знают. рубиновая пленка, И что слезы химеры, слизь, правду о нем говорят. стальной колобок, черная Вот дерьмо. энергия, День коту под хвост катится. электрический микроб оставляем, капсула и эмбрионы. Нет, от судьбы точно Части никуда не мутантов. скроешься. Безуар оставляем. Написано, так оно и Остальное можно скидывать. Бошки тушканов. Да. Настроение. В принципе, все можно скинуть, кроме Биозуара. Дальше. Карта. Инструменты мы сейчас отдадим. Контейнер высшей защищенности. Скидываем. Металлический ящик, рюкзак, ПДА, точно сигареты, скроешься. сломанный ПДА какой-то. Написано, так оно и А, это для Акима. Спальный мешок, фляжка, хлеб. так ведь нету. Все. Так, ну у меня остались только всякие такие стволы и стволы, которые надо было продать. Всем совести Но нет. это мы отдельно положим где-нибудь возле выхода из бара. Зажигатель такой, И потом как-нибудь продадим. нам говорят. Или брешут. Кстати, а документы что-то весят? Не, нормально. Настроение хуже не бывает. Нормально. Теперь надо сюда. Вали. Чем тебе помочь? Так, доставка на дом. Инструменты заказывали. О, хорошие подойдут. Как раз вовремя. У меня столько стволов лежит, которые отладить нужно. Я рад за тебя. Ну заходи, если отремонтировать нужно, что будет. Да, чуть не забыл. В качестве награды возьми вот это. Давно у меня валяется. Один сталкер отдал на ремонт и так и не забрал. Уже полгода прошло. Поди его в живых-то давно нет. Зона, сам знаешь, гиблое место. Неплохо, спасибо. У меня для тебя сюрприз. Угадай, что в этом ящике. Ну-ка, ну-ка, армейские калибровочные инструменты. Вот это да. Чего здесь только нет. Да с такими инструментами на такое сделать смогу. Вот и отлично. За оказанную услугу возьми немного патронов. А то многие сталкеры, когда отдают мне свое оружие на ремонт, оставляют полные магазины патронов. Я их выкладываю, а обратно набить магазины забываю. Так и остаются у меня. Здорово. Патроны не помешают. Все, что ли? Походу, да. На, все. Что-то в сон клонит, надо бы вздремнуть пару часов. Чего? Что за звук? Если что еще понадобится, заходи. Все. Теперь, кстати, Бейлис. Где тут у нас Бейлис? Ну что, дружище, По-моему, как оно? он где-то тут должен стоять. Или где-то Живище? тут. Ну и отлично. Или тут. Ну что, дружище, как оно? Бармен, не мешайся. Под ногами. Надоело. Как оно? Ты специально тут стал? Чтоб я шкафы твои не шмонал? Вот педик. Живище? Ну и отлично. Как делишки? С дороги Ну отойди. что, дружище, как оно? Блин, где ж твой Бейлис-то? Может здесь? А, вон он стоит. Че дебил еще тут? Все. Это мое. Зато по результату у меня остался только вот этот ящик, который до хрена весит, в принципе. Ликер. Ну, вроде все.
Знаешь? А может быть мне металлоискатель-то скинуть? А его не скинешь, да? Вообще четко. Так, ты вроде спать хотел, да, я так понимаю? Давай, короче, на АТП перейдем и там поспим. О, что происходит? Что происходит, алло? Ух ты, плоти. А что это они тут делают-то? Это что, это нормально вообще? Ща развалят, нормально. Ну все. Развалили. Опусти оружие. Так, заданий все еще нет. Значит, мы и собачек не будем трогать. Просто свалим и все. Эффекта боссаного экрана. Что, не получается, да? Бывает. Не все в жизни получается, как вам хочется. Так что, извиняйте. У Калинина поспим. А вот с утра можно будет и заняться военными. Вполне. Правда, я стволы не выложил. Опять. Короче, я у тебя тут посплю. Ты ж не против? Конечно, ты не против. Че я спрашиваю? Сколько времени? 22:41. Ну, 8 часов будет нормально. 7:49. Отлично. Отлично, поспали. Теперь можно и побазарить. А вот у меня есть гранатомет. А это что? О, нормально. Что еще у тебя есть? Патроны. Ан-94 штурмовой. Ничего, ничего. Нормалек, прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои прорвемся. Да, вообще ни о чем награды. Вот, есть у меня гранатомет. Отлично, только придется тебе опять одному воевать. У нас только пару ручных гранат на всех. Твоя задача уничтожить технику и командира взвода. Вот осчастливил. Ну и что там с военными? Сейчас узнаем, где они. Ну что там, прилетели или заблудились? Да уж заблудятся они. Едут 2 БТРа и пехота поддержки. С той стороны, откуда гонец пришел. Солдат мы их под пули не подставим. Третьей машины пока не видно. Блять, круто. Херня какая-то происходит вообще. Так, далековато. Далековато.
Говорит солдат, мы их не подставь, короче, их в первые секунды развалили. Нормально у тебя солдаты. А что там с БТРами-то? Кстати, винторезик вот. Круто. А чё по БТРам там? Где БТР? Я не знаю, где БТР. О! Что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Красножопый. Ты еще живой? Ща, погоди. А вот так тебе нормально? Еще хочешь? Так, вижу. Готов. Где еще? Закончились, что ли? А где остальные-то? Калаш. Чё, где? Да. Развалили этих сталкеров в первую секунду. Хреновые из них солдаты. Сейчас еще БТРы должны появиться, а? Опа. Чё, тебе нормально? Ни хрена себе, пацан с РПГ. А еще у него шмель есть. Вообще нормально. Гонца тоже грабанули. Вот это печально. Ну, а что поделать? Кто ж виноват, что вы идиоты? Да. А кто еще здесь, не пойму, есть? Кого я вижу? В смысле? А, вот он. Вот он. Все. О, смотри.
Еще 105. Блин. Вот это троллинг. Не могу забрать. То есть тебя ничего не смущает, да? То, что я тебе хедшот делаю, это нормально. Круто. БТРов пока не вижу. Сержант Галкин. А вот это я могу забрать? Вроде могу. Уже радует. Так, что там по остальным? Ты же говорил, что БТРы будут. Ага. Серьезно. Да мне насрать на твою гранату, ты понимаешь? О, БТР подъехал. БТР подъехал. Слышь, от меня не уйдешь. Согласен. От меня не уйдешь. Где мой РПГ? Так, я надеюсь, он прям здесь не взорвется, а то он может. На! Есть! -1. Он второй БТР. Чего? А, это третий БТР. Я понял. А то я думаю, как это он меня видит? А это, оказывается, не тот БТР. Ща, погоди, до тебя очередь дойдет. Так, ну, чё, где этот БТР, получается, стоит? Не пойму. Непонятно. А кто шмаляет? Кто шмаляет-то? Вот один ходит. РПГ мой, давай сюда. Зацепило. А, вот он БТР стоит. Смотри. Да, вон он стоит. Отлично его видно.
Ох, как удачно попал. С одного выстрела прям его развалил. Еще один БТРчик остался. Блин, ну сейчас я скорее всего попаду прям в эту скалу. Не, еще надо. Готово. 3 БТРа развалены. Войска развалены. Все нормально. Так. Можно калаш в руки брать. Не сладко пришлось. Да уж, но как бы там ни было, нас пока оставят в покое. Надеюсь, это продлится подольше. Базука, лол. Базука, базука. Вот и славненько. С тебя Магарыч, начальник Чукотки. Чукотки? У нас на Украине вроде нет такой. Вот, держи, от сердца отрываю. Пулемет, симбион, 5 электричек. Нормально. Что-нибудь нужно? А где взять столько? Сходил бы ты, да попросил по-хорошему. Но это надо к Шерстюку идти. Это я понял уже. Так, пойдем дальше лутать трупы. Тут у нас все такое. БТРы уже развалены. Тут кто у нас валяется? Вот это вот кто? А, смотри, этих я не лутал. 105-й я бы забрал стопудово. Ну и 104-й тоже. Now computer goes to my Wi-Fi, go by. Окей. Bye. See you soon. О, еще педика. Не понял. А вам что, нормально, да? Да, им нормально, я понял. Готовы? Не все. Откуда шмаляем? Кто шмаляем? Откуда шмаляем-то? А, все, я понял. Я понял. Это ты зря. Мог бы еще пожить, если б я тебя не заметил. Так. Патрончики я забираю. Тут еще есть. Тут у нас есть солдат. И есть еще солдаты. Так, это оружие с обвесами. Обвесы нужны. Обвесы дефицит. Так, тут у нас... Короче, давай все собирать. Потом выкинем ненужное. В принципе, я уже вижу ненужное. Это вот это вот. Подожди. Да, вот это вот. Забирай, забирай. Где этот командир, блядь? Я же его точно развалил. Куда он делся-то? А, по-моему, он здесь в кустах был. Я уже вижу его. Все. Валяется тут. Да. Или это не он? Баканчик. Так, так, так. Все забираем. Все пригодится. Плоти вам нормально?
Понятно. Им нормально. Так, давай, короче, все снимать. Ну все, калаши можно уже выкидывать. Они ничего не стоят, так что мусор. Абакан тоже. Так, тут еще пацанчики есть. «104-й калаш. Это я точно не лутал. Так, бандюки уже тут. В принципе, можно к ним прям вплотную подходить и херачить. Как-то вообще насрать. У меня наконец-то нормальная пулестойкость в этом моде. Так что могу всех разваливать. Чё? Есть что мне сказать, а? Но подходите, педики. Упал, отжался. Ты тоже. Мочат вас, да? Мочат вас. Упал, отжался. Педик. Ну, подорвали, пацаны! Ага. Еще где-то трое ошиваются. Уже двое. Уже один. Пойдем искать. Может быть, здесь? Хрен знает. Здесь нету никого. Здесь нету никого. Вот ты даешь, все еще проводишь стрим. Я все-таки 2.1 решил качать, не во что играть абсолютно. А ты чё? Прям все моды прошел по сталкеру? Не верю. Так-то, педики. Можно, кстати, в Фолыч поиграть. Если тебе играть не во что, поиграй в Фолыч. Некоторые прошел, некоторые смотрел на ютубчике, так, наверное, почти все. Ну, на ютубчике смотреть это не самому проходить. На ютубчике я тоже много чего смотрел. Ты что мне можешь предложить? Давай вот это забираю. У тебя что есть? Ни хрена.
Фолыч тоже вариант. Конечно, вариант. У меня до этого были стримы по третьему Фолычу, но что-то захотелось в 2.1 погонять, вот и гоняю. Так у меня до этого по третьему Фолычу стримы шли. И продолжать буду еще. Так. Ты уже все. Хрена себе, пацанов прям на ходу лутают. О, это что такое? Уникальный бандитский плащ? Я думаю, имеет смысл это взять. По-любому кому-нибудь понадобится. Что еще есть? Это забираем. Тоже забираем. Вот это забираем. Грозу забираем. Это 100%. Зачем мне твой штурм Гейгевр? Выкинь его нахуй. Так, ну в принципе я здесь все, что хотел, сделал. Куда мне теперь имеет смысл пойти? Можно пойти на склады, можно пойти в бар, можно пойти на кордон. На склады. Слушай, а давай на склады реально пойдем. Там вот у нас ЦЗшка одна есть, и еще надо стволы продать. На склады, потом опять в бар. А потом будем думать. Кто меня палит? Снорки? Насрать на них вообще. Если сейчас еще и наемники будут, это вообще будет круто. Полутаемся. Баблишко немного подзаработаем. О! Вот и наемники. Че, только трое, что ли? Странно. Почему это ты, интересно, у меня не отображался, а? Че, самый умный, что ли? Пацан с пулеметом даже. Вот это, конечно, было серьезно. Так, зачистка лагеря у нас где-то вот тут. Пойдем этим займемся. В принципе, я даже могу гранатку пожертвовать на такое дело.
какую-нибудь электричку. Вот там у нас находятся собачки. Ай, они меня спалили. Ай, ладно, все равно я их завалил. Кстати, меня кто-то еще палит. А, ну это уже наемник. Это проще. Ща, пацаны, я подойду. Погоди, а чё это? Чё это мы тут делаем? Чё это мы самые умные, что ли? Ты где, Эдик? А где он? Ща, погоди. Нормально. Так. У тебя что? Смотри, это какие-то навороченные наемники. Стволы у них крутые. Пулемет, блин. Охренеть. Химеры. Вообще насрать. О, разваливают. Разваливают. Всех разваливают. Ну ладно, в принципе, химер можно и завалить. Почему бы и нет? Ну чё там? Контроша. Нормально. В смысле? Это как это сквозь трубы работает, а? Ты ничего не перепутал, Алёша? Блять. Хоть отсюда бежать. Валхак, да. Теперь Никита любят. Ладно, раз оно так хочет воевать. Сейчас я покажу, как я сделаю. Вот так делаем. Вот так делаем. Химерок заваливаем сразу. Оп. Так. Ну а теперь бабка-контролер не обессудь. Ни хрена, тут два контролера. А что это мы делаем, а? Охренеть. Им нормально, им нормально. Им целый магазин, короче, из УСАСа, это нормально. Они себя хорошо чувствуют. Даже не парятся по этому поводу.
О, игра вылетела. На, излом 2020. Да, короче. Копирайт. Что за хрень? Наверное, игра так намекает, что пора уже заканчивать стрим. Пока еще посидим. Я думаю, до бара дойдем даже. Да. Продадимся, там все скинем в склад, куда там надо, короче, и, наверное, все. Хотя посмотрим. В принципе, Меченого приглашали уже ученые по поводу разговора с призраком. Так что, наверное, имеет смысл сходить туда и узнать, что они хотят предложить. Они явно что-то хотят предложить. Опа. Пошел нахер. Еще? Сколько контролеров там? Алло, вас ничего не смущает? А, понятно. Так-то, сука. Отъехали педики. Кто остался-то? А, понятно. Пацан с копирайтом остался. Ну все. 2 контролера. Что-то до хрена. Кстати, я был в баре и не купил ни одной карты памяти, блин, для...
Что меня очень заинтересовало, это то, что есть... Подожди, а где арт? Нет. Здесь. А, чешуя, смотри, валяется. У нас тут есть карусель. А это значит, что я могу сварить кое-что интересное. Ну-ка. Делаем вот так. О, время варки 10 минут. Отлично. 2, 3, 4, 5. 10:40. Вздремнуть 10 минут. О! О! Раз, два, 3, 4, 5. Ни одного не выродилось. Вот это круто. Так, значит, что мы делаем? Навешиваем. Кстати, зачем мне их навешивать, если мне надо теперь жарко? Мне нужно жарко, чтобы сварить их в следующую версию. Кстати. Не, вряд ли. Где-то я здесь жарку найду, но мало ли. Подходи, пообщаемся. Че, дурак, что ли? Че мне с тобой общаться? Ну шо, скряга? В моей скромной берлоге. У меня кое-что для тебя есть. И ты это купишь. Я знаю, что ты это купишь. Вот это вот все. Так. Пулемет. Ну, давай тоже продадим. Почему нет? 41 с копейками К. Это очень даже неплохо. Теперь в бар. Надо бы, кстати, еще вот так сделать. Турель еще надо найти для Кэпа. Но это когда-нибудь. Награда, конечно, неплохая за этот квест будет. Но не такая уж и серьезная, что прям вот сейчас ее получить. Хотя эта награда нам вполне себе пригодится. Допустим, когда будет волна мутантов. Волна мутантов-то хер знает когда. Я вообще не знаю, дойдем мы до нее или нет. Может, даже и не дойдем. Псины.
Полный комплект. И изломы тебе, и демастеры, и кто хотите. Да. Насыка, на. Че, дебилы, что ли? Вы мне не интересны. Так. В Воронину надо бы еще зайти. Сдать ЦЗ. А то висит только. Мешает. Так, бармен, пока я не забыл. Вали сюда быстро. Вот так вот, молодец. Давай мне вот это. Вот. Ну, я не знаю. В принципе, все, наверное. Хотя придется потом этот ПНВ покупать, конечно. Это печально очень. Но что делать? Знаешь, у нас есть пулемет. Вот пулемет это на самом деле круто. С другой стороны, ну как-то особо и не нужен этот пулемет. Гроза, винторез, вал. Но это все мы продадим. Единственное, мы оставим вот эти вот реактивные огнеметы. Они надо будут то ли Толику, то ли Шустрому под ЦЗшкам. И за них он хорошо будет отваливать. Здесь. Здесь выкладываем всякое... Не, подожди. Патроны-то в другой ящик надо выкладывать. Гранаты, броня, обвесы. Обвесы, вот глушаки выкладываем, а это продадим. Медикаменты, водка. Кстати, у меня же есть много армейских аптечек. Вот, берем их. Артефакты. Так. Ну так, ничего интересного на самом деле. Части мутантов. Тоже выкладываем. Прочее. Консервы. Ликер Бейлис. Что еще? ПДА, пиво, сигара. Короче, всякий шмурдяк. Здесь у нас патроны. 5,45. 7,62. 9 на 18 на 19. И все такое. А здесь у нас бронька. Вот. Да, генерал Воронин, вон он. Задание. РПГ у нас есть. Кстати, РПГ можно было бы волку сдать. Теоретически. Но на самом деле хз. Кстати, это что, новый? Ну давай выложим. Он почти новый. Его можно будет сдать потом. Винторез. Так-то говно винторез на самом деле. Очень быстро ломается. Заходи попозже. Может, разживусь чем к Так. тому времени. Понятно. Вот это забирай все. Все.
Нормально. Вот это еще забирай. Да, теперь точно все. Да это не кабанеть, она жуткая. Ну шо, Да Воронин? у тебя зубы мягкие. Готово? Все. Отлично. Счастливо! Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар. Так, ладно. Я думаю, все-таки на янтарь мы не пойдем. И сейчас будет уже конец стрима. Патроны только скину. Где тут у нас патроны? Да, вот патроны здесь. Да, все нужные патроны у меня есть. Ненужных патронов вроде нет. Остались только дробаши у меня в инвентаре. Это мы Сахарову продадим. Он такое любит. И хорошо бабла отваливает за это. Что по заданиям? По заданиям. Ну, такое себе. Это я не знаю, где искать. Нет, я знаю, где оно должно быть, но кому сейчас идти, я не помню. И надо ли кому-то идти, реально не помню. Особый журнал. Тоже знаю, где искать, но нужен код. Потом. Что я могу выполнить еще? Узнать подробности активности наемников у фаната. Кстати, вот по этому поводу надо было поговорить с Шурупом. Слушай, а реально, наверное, надо с Шурупом поговорить. Он же должен дать переход на этот завод или нет? Сейчас посмотрим, подожди. Карта памяти. База военных на Агро, база бандитов и база монолитовцев. Ремкомплекты. Кстати, был на АТП, ремкомплекты не поискал. Ну, дебил. Пить как охота. Квасу сейчас холодного. Что еще? Наемник, охотник Дэн. Это болото. Документы это X16. Кстати, пойдем на янтарь, можно будет в X16 ходить. Мыло. Так оно и будет. Так, понятно. Кстати, в X16 у меня уже 2 задания. Дипломат для фаната второе. Пропавший сержант. И все они лучше стариков знают. Свалка. Склады. Что еще? Вот, кстати, еще квест на янтаре. Надо к Сахарову отнести артефакт. Вот и еще одна причина идти на янтарь. Дальше. Найти карты колоды. Расспросить бармена. Где еще этот Бейлис искать, хер его знает. Поговорить с Захаром. Документы. Найти артефакты стрелка. Понятно. То есть по-любому надо идти на янтарь. О, тем более тут еще и 2 нычки. Это вообще зачет. Ну и, наверное, все-таки наконец-то мы тайник охотника найдем. Потому что ружье надо все-таки найти. И отдать его. Все.
Ну, в принципе, и все. На сегодня хватит. Ну что, всем спасибо, кто был на стриме. Сегодня нормально, так продуктивно погоняли. Ну и дальше, я думаю, также будем продолжать. Надеюсь. На этом все. С вами был V92. И всем удачи. Пока.